оркестр преподавателей Юнанской детской школы искусств имени Захара Винокурова. Добрый день, уважаемые гости и участники Всероссийской научно-практической конференции «Традиционные и профессиональные музыкальные искусства», посвященной творчеству мелодиста Захара Порфирьевича Винокурова. Слово для приветствия предоставляется заместителю министра культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия, заслуженной артистке Российской Федерации Силиной Марине Владимировне. Добрый день, доброе утро, уважаемые участники нашей сегодняшней всероссийской, но можно сказать, международной конференции, потому что есть и международные участники, да, которые сегодня будем рассматривать творчество Захара Порфирьевича Винокурова со всех его сторон. И, возможно, что-то новое сегодня откроется, поскольку, в принципе, сегодня как раз день рождения Захара Порфирьевича, сегодня ему исполнилось 102 года.
приятно здесь видеть родственников, конечно же, нашу общественность, культурную общественность республики. И большая благодарность Намскому району, да, родному наследию, всем учреждениям культуры. Значит, я выражаю благодарность Союзу композиторов Якутии, конечно же, тем учреждениям, которые сотрудничают каким-то либо образом, да, с творчеством Захара Порфирьевича, вот театру Перволета, в частности, да, тоже будет интересно, наши мелодисты, композиторы. В общем, я всех сегодня приветствую. И, конечно же, не забываю работникам детских школ искусств, и особенно, конечно же, Намской детской школы искусств, которая как раз и носит название, имя Захара Порфирьевича, города носит. И мне тоже, так скажу от себя, мне тоже удалось прикоснуться, можно сказать, к творчеству, легендарному творчеству его. Как мы все знаем, песня «Бендеры», да, которая сейчас прозвучала в исполнении народной артистки Республики Саха-Якутия Нигине Дьякона, уроженки Намского района. Да. И вот эта песня, я тоже исполняла ее в своем репертуаре, она поистине является факелом в творчестве, наверное, Захара Порфирьевича, потому что именно она стала самой известной, самой популярной и визитной карточкой нашей республики через Анастасию Петровну Лыткину, которая исполнила ее впервые на фестивале молодежи. Кстати, вот сейчас буквально в эти дни завершился Всемирный фестиваль молодежи, который проходил в этом году в России, в городе Сочи. И, конечно же, вот символично вот эта память поколений, передача творчества, передача вот этого богатства. Я знаю, что сейчас еще тоже проводится исследование, и сегодняшняя конференция тому тоже будет примером исследования творчества, поиски новых произведений, возможно, что-то еще не найдено, да, и сейчас только обнаруживается в архивах родственников, в архивах библиотеки, в архивах наших учреждений культуры. И поэтому, конечно же, вклад Захара Порфирьевича очень большой. В 2017 году я была участницей открытия улицы, значит, в селе Намц, получается, да, мы открывали улицу Захара Порфирьевича, и тогда было это очень так торжественно, очень символично, что мне нравится то, что Наслек и район хранят память и делают все возможное для увековечения памяти своего великого и выдающегося земляка. Спасибо вам огромное за это, наверное, я хочу сказать от имени всех деятелей культуры, конечно же, от имени Министерства культуры Республики Саха-Якутия. Спасибо вам огромное. Но сегодня я желаю конференции, вот этой вот научно-практической конференции, плодотворной работы. Думаю, что сегодня будут интересные доклады, а вот по количеству участников я посмотрела, что это, конечно же, как я уже сказала, довольно-таки большой спектр докладов. Я уверена, что песни, которые создал Захар Порфирьевич, они будут жить дальше, потому что мы их исполняем, потому что мы их передаем дальше. Его творчество, оно многогранно. Ну, конечно же, в первую очередь он песенник, да? Композитор-песенник. И вот именно воспел в своих песнях красоту родного края с разных сторон, с суровой красоты, да? С летней красоты, воспел людей этого края. Поэтому и в этом его, конечно же, очень большая заслуга. Еще раз поздравляю всех с открытием замечательного события, которое сегодня в эти мартовские дни проходит. Вот. Желаю всем еще раз плодотворной работы, конечно же, и уверена еще раз, что песни и наследие Захара Порфирьевича будет жить и дальше увековечиваться в сердцах не только якутян, но и всех россиян. Спасибо большое. Приветственное слово предоставляется заместителю главы Намского улуса по экономике Савиной Екатерине Прокопьевне.
Всероссийской научно-практической конференции «Традиционное и профессиональное искусство», посвященного его творчеству. Выражаю благодарность организаторам впервые проводимой на всероссийском уровне конференции в память яркого музыканта и талантливого якутского композитора Захара Порфирьевича Винокурова, Министерству культуры, духовного развития республики, Союзу композиторов Якутии и Национальной библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина. Всего 34 лет было суждено прожить композитору, но его имя и творчество обессмертили песни Эмерте Грныда, Саскы Грны, Чурпуга, Кадалыктар Кырдылара, Лена Берегер и другие ставшие классикой песенного жанра музыкального искусства народа Саха. В эти дни мы с благодарностью вспоминаем людей, которые внесли неоценимый вклад в становление в развитие музыкального таланта Захара Порфирьевича, учителей Намской 7-летней школы Константина Ивановича, Евгению Михайловну Горохову, преподавателя музыки Якутского педучилища Романова Михаила Павловича, руководителя республики Илью Егоровича Винокурова и Семена Семеновича Сюйского, помогавших поступлению Захара Порфирьевича на дирижерско-хоровой факультет Национальной студии при Московской государственной консерватории имени Петра Ильича Чайковского. Неоценимую помощь в его творческой работе в Якутии оказали замечательные музыканты с консерваторским образованием Василий Александрович Супруненко и Франк Арнович Григорян. В 1951 году Захару Винокурову было присвоено звание композитора. На малой родине свято чтят память о украинском земляке. К столетию композитора в селе Апана на территории Центра народного творчества Чарон открыли сквер имени Захара Порфирьевича Винокурова с установкой креативного бородела композитора. Музыкальная школа в селе Намсы носит имя Захара Порфирьевича. Из тех, которые вышли многие известные музыканты, вокалисты, имеющие звания народных и заслуженных артистов республики. Учреждена муниципальная премия имени Захара Порфирьевича в области музыкального образования. Уважаемые друзья, несомненно, по итогам Всероссийской конференции будут внесены интересные предложения по творчеству композитора Винокурова Захара Порфирьевича. Администрация Намского вуза предлагает внести в резолюции следующие мероприятия, которые, на наш взгляд, достойно венчают итоги работы конференции. Во-первых, включить в Союз композиторов Якутии композитора Винокурова Захара Порфирьевича. Во-вторых, Министерство культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия учредит ежегодную республиканскую премию имени Винокурова Захара Порфирьевича в области песенного жанра среди композиторов. И учредить совместно с администрацией Намского вуза в селе Апана республиканский песенный фестиваль якутских композиторов. Спасибо за внимание. Приветственное слово предоставляется Михееву Николаю Алексеевичу, председателю Союза композиторов Якутии. Добрый день, дорогие друзья! Поздравляю вас с открытием конференции научной, посвященной Захару Порфирьевичу Винокурову. Несомненно, Якутия является очень богатой музыкантами и богата на музыку, мелодии, песни. И Винокуров годами доказал, что его песни увековечены в истории Якутии уже на много лет. И пожелаю жителям Намсов воспитать, наверное, в будущем еще много профессиональных композиторов, потому что эта задача в первую очередь стоит у Союза композиторов, воспитывание новых профессиональных композиторов. И пожелаю сегодняшним участникам конференции узнать много новой информации, потому что мы с каждым днем всегда узнаем о новых музыкантах, и это очень замечательно. Мы потому что изучаем то, что было до нас, и это будем использовать и в будущем. Спасибо за внимание. Всем удачи. Спасибо.
Слово для приветствия предоставляется народному художнику Якутии, заслуженному работнику культуры Республики Саха-Якутия, почетному гражданину Намского улуса Зверевой Анне Николаевне. Здравствуйте всем. Дорогие друзья, прежде всего я выражаю искреннюю признательность всем, кто поддержал идею проведения конференции и республиканского конкурса, посвященного творческому наследию Захара Винокурова. Не будет привлечением, если я скажу, что его пример беззаветного служения искусству вдохновляет и объединяет нас. Нас, детей недавнего развитого социализма и сегодняшнего урбанизированного, коммерциализированного мира, живущих в век компьютера и информационных технологий, приглашаю заглянуть за занавес 100 лет назад, в момент появления на свет сына табунщика Порфирия Винокурова Захара. Спустя всего 10 лет от времени появления известного стихотворения Аниподиса Сафронова «Төрәбі дойду Родина». Мен төрәбі дия дойдум, муштақ мұрымынылар модын темірбандан бастуғлан, дерем кугар утесыдан. Да, тьма была беспросветная, наш народ не имел письменности, а слепых было больше, чем грамотных. Судьба личности связана с судьбой родного его народа, с бытом истории народа его породившего. Среди якутов до 30-х годов не было человека, владеющего музыкальной грамотой. Незавидная судьба была уготована первому якутскому композитору Адаму Скрябину, исключенному из Московской консерватории по ложному обвинению. Также пришлось составить учебу Московской консерватории Захара Винокурова, но по другой причине, об этом скажут последующие выступающие. Можно себе представить состояние мальчика, впервые услышавшего волшебные звуки музыки, через открытое окно учителя, музыканта-самоучки Константина Ивановича Горохова. Его жена Евгения Туралысова, родная сестра театрального художника Туралысова. Их дом находился рядом с нашим интернатом, и в моих глазах, и в глазах сельских мальчишек и девочек, они олицетворяли собой образец сельских интеллигентов. Первые соратники молодого музыканта семья Емельянова. Их потомки представляют сегодня второе и третье поколение якутской музыкальной интеллигенции. Сегодня мы дружим с их детьми и внуками. Так дело композитора тесно приплетается с нашей жизнью. Я с детских лет слышала о Захаре Винокурове из рассказов мамы Марии Корякиной, которая играла в его оркестре и пела. Лично знала я и семью сестры Марии Порфирьевны, светлую, красивую, интеллигентную женщину. Работала вместе с его супругом, решетником Иваном Петровичем, замечательным аккордеонистом, аккомпаниатором и мелодистом. Сегодня мы, благодарные потомки, отдаем должное тем, кто стоял у истоков становления музыкального искусства Якутии. Да, до обидного мало было отпущено жизни в серединном мире Захару Винокурову. Всего 35 лет. Возможно, он знал и чувствовал, что злой рок, который имел крайне большую распространенность в Якутии, особенно в послевоенные годы, сократит ему время. Культура народа, его душа, сила таланта и души, понимание жизни, внутренний стержень были его надежной опорой. Секрет его сверхчеловеческой трудоспособности проистекает из одного источника – природном даровании, любви к жизни, истоком своей национальной культуры, родившейся в муках и радости, и огромное желание выразить это средствами искусства. Трогательная, нежная и проникновенная мелодия композитора отличается сочетанием возвышенной поэзии и выразительного музыкального сопровождения, которые проникают в самые потаенные уголки души и сердца, пробуждают волнующее чувство, которое помогало в самые суровые времена в истории нашего народа, сохранять веру в чистое и светлое будущее и желание жить и мечтать, радоваться и любить. Под музыку Долгунча Захара Винокурова
В 1954 году танцевальный коллектив из далекой Якутии впервые вышел на всесоюзную сцену. Жизнеутверждающий своеобразный гимн «Эвардеве приветственная» на музыку композитора Захара Винокурова впервые завоевал мировую цену на Всемирном фестивале Варшава. Его наследие составляет золотой фонд музыкальной культуры якутского народа. Масштаб его личности, его деятельности – это не только количественная величина, но и качественная характеристика. Язык музыки понятен всем народам без перевода. Не потому ли сегодня самые торжественные, значимые моменты в жизни народов звучат произведения Захара Винокурова на самых престижных сценах профессиональных театров многонациональной России и являются свидетельством их исполнителей высокого исполнительского мастерства у профессиональных артистов. Сегодня наш долг заботиться о культурном наследии якутского народа. Если мы не будем сегодня, то к нам придет чужая. История строгий судья. Она расставляет все на свои места. Каждого из нас она будет судить по нашим делам, что мы оставим после себя нашим потомкам. И я от всей души от имени организаторов желаю плодотворной и перспективной работы научной конференции, посвященной композитору Захару Аркельевичу Винокурову. Спасибо. Уважаемые гости и участники конференции, начинаем пленарное заседание. Слово предоставляется модератору пленарного заседания конференции, доктору филологических наук, заведующей кафедрой культурологии Северо-Восточного федерального университета имени Максима Кирилловича Амосова Ефимовой Людмиле Степановне. Любовь Андреевна Ушницкая. И кигнен битбу баскакомуста, намного баскакомуста, сайги обо жорон сайнерер кигнен битбитге, окурдук bütün Россиядагы конференциялары, андырдагы экспедициялары генерикеттери дабы, он үсүгүнен сунтар маныгы ите андын кылайны сирега, ихипки плакатын кеттермен өр булларга онча жыл бирге берибин. Анан жан нам үтүк маңыжынын мен onu su bastırdım, ege ülehin, bütün canlıklar beni getirdi. Уважаемые участники конференции, разрешите представить слово Владимиру Петровичу Никольскому за победу, заслуженного работника культуры и республики Саха-Якутия. Тема выступления «Памяти Захара Винокурова с веками на равне». Добрый день, дорогие слушатели научно-практической конференции. Я поздравляю вас с 200-летием со дня рождения замечательного композитора, мелодиста, мастера якутской песни Захара Аркельевича Винокурова. Хочу начать с того, что с начала нового века, когда началась политика нашего первого президента Республики Саха-Якутия Михаила Ефимовича Николаева, которая усилила интерес к истории Якутии, национальному нашему самосознанию, мы стали более пристально относиться к творческому наследию аланхасутов, композиторов, мелодистов, поэтов. И бесспорно среди них выделяется имя Захара Винокурова, истинного якутского композитора-песенника, отразившего время настроения своей эпохи. Я сегодня хотел бы остановиться на нескольких моментах, которые сыграли решающую, может быть, роль для этого творца якутской песни. Надо вспомнить, что 1930 год – это очень важная дата. 7 ноября 1930 года появилось якутское радиовещание. В 1930 году, 7 ноября 1930 года, появилось якутское радиовещание. 7 ноября 1930 года появилось якутское радиовещание. 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 1930 года появилось якутское радиовещание.
Что это значит? Что это значит, в эфире нашего Якутии впервые стала звучать трансляция московского радио. Это значит, что усилилась якутская песня с русской народной и советской массовой песней, которая бесспорно не могло не повлиять на мировоззрение этого Захара Винокурова. Более того, по эфиру Московско-Якутского радио, как вы помните, в 1939 году стали звучать в эфире голоса наших якутских певцов. Это Екатерина Захарова, Анна Егорова. Почему? Да потому что в 1939 году они записались в студии Московского радио. Это значит, что эти певцы стали транслироваться по московскому тоже радио. Вспомним имена наших якутских поэтов: Илья Чагалхана, Урастырова, Богинского, Пантелеймона Туласонова, который, кстати, был старше на 6 лет нашего Захара Винокурова, наделенных яркой индивидуальностью и сформировавших новый идеал в песенном искусстве Якутии. Бесспорно, такой созидательный звуковой поток музыкальной информации, нацеленный на обновление жизни, внедрение новых общественных идеалов, не могло не сказаться на впечатлительного, талантливого лидера нанской молодежи для более усиленной работы во время победы советского народа прославлению подвига воинов советской армии. И вы поняли, что Захар Винокуров заканчивает в 19-летнем возрасте Якутское педагогическое училище и становится бесспорно активным пропагандистом культуры села. Он организатор художественной самодеятельности в наследии, районе. Им были созданы оркестры народных инструментов в школах, домах культуры. Был руководителем ансамбля хора и танца. Все эти успехи молодого человека, конечно, не прошло быть незамеченным. И, конечно, ведь он сразу стал вторым секретарем Намского района ВЛКСМ. И мне верится, что усилие и энергия Захара Винокурова была замечена выдающимся политическим и государственным деятелем Якутии, как вы помните, Илья Егоровича Винокурова, который заприметил этого активиста и направляет будущего студента на работу в Якутский драмтеатр. Это во время войны все происходит, в 1944 году. Смотрите, какая была целенаправленная политика. В 1944 году строится детская музыкальная школа. Впервые в 1944 году. Война идет, а люди думают об этом. И вот уже его направляют в Московскую консерваторию. Там проработав, он едет учиться, поступает в Московскую государственную консерваторию имени Петра Ильича Чайковского на дирижерско-хоровой факультет. О том, насколько была успешна его учеба в консерватории, можно судить по песне «На берегу реки Лены», где он дуэтом с башкирской девушкой исполнил свою тогда авторскую песню, которая потом затем была записана для японского радио. Вы немножко представьте на минуту, это какие времена были. И это представитель якутского народа, студент консерватории, пишет песню и исполняет с башкирской девушкой. И эту песню, значит, она заинтриговала японское радио, и они эту песню записали. Ну, вы поняли, наверное, что у него было слабое здоровье, видимо, по этим причинам его не взяли в армию советскую. И вот это все сказалось. В 1947 году он приезжает, к сожалению, не проучившись в консерватории, и становится заведующим музыкальной частью Якутского драмтеатра. Но вы же помнили, да, что вначале наш дорогой Илья Егорович направил, как будто он знал, что он туда возвратится, в драмтеатр, и он становится музыкальным оформителем. И надо сказать, что не без участия Захара Винокурова был поставлен спектакль «Человек с ружьем», который стал первой якутской театральной линейной. Но вы представьте себе в то время, чтобы якутский актер сыграл роль Владимира Ильича Ленина. Бесспорно, тут тоже есть большой вклад нашего Захара Винокурова. За 2 года до смерти, в 1955 году, якутское издательство «ЯССР» издало сборник Джолы Юрюрета. Вот я с большим волнением
храню этот песенник моей любимой мамы, которая сохранила этот песенник. Я его как это берегу очень. Этот сборник 55 года. Вот. И листая этот сборник, мы ощущаем строгость и требовательность автора своих творений. Мы видим лаконичность, особая лаконичность, чуткость автора к поэзии, конструкции каждой мелодической фразы. Я верю, что вся поэзия наших якутских тогда поэтов стали намного весомее когда были положены на эти стихи, эти замечательные песни. Каждая песня привлекает своей мелодичностью, выразительностью, тончайшей национальной колоритностью. Не случайно Галина Михайловна Кривошапка, наш мэтр, говорила: начинающий композитор, мелодист Захар Винокуров писал много прекрасных мелодий, например, приветственная, юбилейная, на берегу Лены и другие. Его песни запоминаемые, содержательные, эмоциональные, имеют изюминку, яркую национальную характерность. Я тоже считаю, что Захар Винокуров тончайшим образом знал закономерности музыкального песенного искусства, как мелодия, как гармония, форма, фактура, преломленная через его творческую индивидуальность, в итоге составила то, что мы называем индивидуальным почерком или стилем данного мастера своей эпохи. Высокоразвитое чувство стиля, чувство меры в каждом песенном произведении, согласно основного замысла произведения, является основой его композиторского мастерства. Винокуров был человеком широких взглядов и большой глубины. Повторю, что чувство концепции, сочинения и формы его было великолепным. Это сказывается трехлетняя учеба в Московской консерватории, его постоянное самообразование, он брал уроки общего фортепиано у Василия Александровича Супруненко, а также основы композиции у композитора Гранта Рамовича Григоряна. Будем помнить, дорогие друзья, тот факт, что Захар Винокуров бесспорно, как умный, интеллигентный, образованный человек, придерживался решения всевозможных дискуссий и пленумов Союза композиторов, Союза СССР, где стоял остро в то время о углублении линии национальных традиций, о роли фольклора как интонационная основа для нового песнетворчества, где рождалась и сохранялась идея коллективизма, сплочения масс. Вообще надо сказать, что в то время любая песня считалась звеном пропаганды. Она создавала образ простого советского человека, энтузиаста, творящего успехи в совместном труде, и высшей целью песни, как любого вида искусства, являлось выражение благодарности рулевой роли КПСС, какой, например, является песня «Махталы-Лето», песня благодарности на стихи народного поэта Якутии Семена Данилова. Давайте разберем эту песню. Так, ну давайте. Так, можно, да, так? Владимир Петрович, осталось минута. Мало, минут осталось. Ну тогда я сокращаю, я хотел немножко разобрать эту песню. Ну, времени, конечно, уже нет. Но я хочу сказать следующее. Мы, поколение, выросшее на его песнях Захара Винокурова, как моя мама, будем преклоняться перед песнями замечательного мелодиста, прекрасного музыканта и сына якутского народа Захара Порфирьевича Винокурова, являющегося собой прекрасный образец истинного якутского интеллигента. Пусть живое звучание его музыки и проведение его земляками научно-практической конференции совместно с Министерством культуры и духовного развития и Союзом композиторов Якутии будет лучшим памятником композитору-песеннику. Желаю всем успешной работы и благодарю за внимание. В 23 году и была в Нанском улусе. Но выступление ее на турецком языке. И я вот как смогу, так и переведу. Пожалуйста. Традиционная музыкальная культура Саха. Или 9 да. Ладно. Ну,
по итогам экспедиции в Намскую область я хотела бы, чтобы она выступила, но она выступила она вот отправила свою видеозапись именно по традиционной культуре народа Саха. Она специалист высочайшего класса, поэтому она в своем выступлении приводит анализ нашей традиционной культуры как бы со стороны, как бы... Bazı bulguları sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu süreçte bana desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen çok değerli dostum. Она говорит, что якутская музыкальная культура, она представляет очень интересный объект для исследования именно музыковедов тюркского мира. Республика Саха, вообще народ Саха, один из древних народов, тюркских народов мира, имеет свою богатую историю и музыкальную культуру. Она вот показывает карту Республики Саха, и вот там называет она эти Беремюрек, там Тюкчей, вот такие культуры древние. И вот она как, не только как музыковед, но как и человек культуры, она интересуется вот этими нашими ювелирными изделиями. И при этом она ездила не только в Намскую область, но и в Кангаласскую область, именно Кангаласскую область. В 2023 году они съездили вместе с представителями телевидения Турции, они ездили в Таттинскую область. И при том она указывает, что в каждом регионе у них вот свои какие-то особенности. Хотя вот вся культура, вот она, музыкальная культура, основные направления, основные жанры она дает вот традиционной музыки, шаманская музыка, религиозная музыка, она вот говорит, церемониальная, вот. Даже вот для охотничьих целей она указывает. У нас же не акцентируется, да? Вот. И вот военную музыку подчеркивает, народные песни, танцевальную музыку, видимо, она имеет в виду наша Сохрай, но и инструментальную. При этом надо отметить, что вот танцевальная халайская музыка, халай это у них круговой танец, поэтому она так говорит. Ну вот, она приступает к анализу вот этих видов народной музыки. Вот, шаманская музыка, она говорит, что она включает в себе и вот не только музыку саму, но и пение, но и движение. И инструмент она вот характеризует. Вот она побывала у Хатлаевых, в мастерской Хатлаевых, и вот она вот приводит эти инструменты. Дальше вот церемониальной музыки, она как-то по-интересному подходит. В этой нашей музыкальной культуре мы не подчеркиваем церемониальную музыку, и она считает, что вот она у якутов была характерна. Правда, фотографии, кроме одной, это не наши, но вот ее мнение вот, как следователя такое. Дальше вот церемониальной культуры, военной музыки, она вот видите знакомый рисунок с книги Марка Николаевича Жиркова. И да, эти инструменты когда-то служили и, видимо, и военным сигналом. И вот она считает, что и у якутов, видимо, когда-то была военная музыка. Но тут с ней можно согласиться, потому что некоторые инструменты Марк Николаевич сам подчеркивал, что они использовались
для военных сборов и так далее. Ну, раньше еще, до прихода якутов на территорию современной Якутии. Вот два интересных она инструмента приводит. Первый это табык, а вот второй инструмент характерный у народов Средней Азии. Табык. Köy girişlerinde ve meydanlarda uyarı amaçlı, ikaz amaçlı kullanılmış olan. Но табык, видимо, тоже был раньше сигналом для действий, для сбора. Вот инструменты, которые использовались для охотничьих целей. Да, были они, но впоследствии они стали у нас музыкальными инструментами. Это вот в мастерской Хатлава. Ойдо, Тамсур, Тамсур. А вот народные песни, которые активно бытуют у нас, у якутов, она вот, как музыковед, она приводит тут и ноты народных песен, сейчас мы их увидим, и она вот интересно, как музыковед переводит и на нотную запись наши народные песни. Her iki türde de namelerin yoğunluğu kullanıldığı ve gırtlak namelerinin özellikle. И она вот была и в Туве, на Алтае, в Хакасии, и она говорит, что у якутов характерная манера пения, как у тюркских народов Сибири, и ну, вот, с музыкальной точки с точки она вот дает свою характеристику. Genellikle bir oktav kadar hızlıca tize kaydırılması da bu sahnedeki ayırt edici özelliklerinden biridir. Некоторые материалы она приводит и Солонхо. Вот, правда, она и не слышала вот Екатерины Иванова из Амгинского улуса. Просто она вот приводит, что говорит, что вот у якутов до сих пор сохранены песни Аланхо. Она встречалась с Сахакл, с Анной Ивановной Томской, с Русланом Габушевым. Вот две фотографии цветные вот с правой стороны. Это вот первая экспедиция в Намцах. Это ансамбль Дюрюль был и ансамбль с поселка Сайды, детский ансамбль с села Сайды, дома детского творчества. Они встречались с Дмитрием Ивановичем Кривошапкиным, когда он был жив, и Дюрюль очень хорошо показал свое мастерство, ансамбль Дюрюль, и Дмитрий Иванович тоже им сыграл. Кто истерит? Время было, да? Кто-то истерит. Так, ну, если будет вам интересно, она вот ее вот некоторые нотные, да, расшифровки, нотные записи. Она расшифровала еще толюки, те, которые исполняли для них. И вот такие очень интересные материалы. Вот уголочек, он хиджерти, уголочек нотной расшифровки. Там еще вот у Нюргуна, молодого певца, она тоже сделала расшифровку. Она... Спасибо. Ага. Ну, доктор, профессор Фейзан Гахарбалчин, она вот
по итогам экспедиции, видимо, напишет работу, статью по итогам экспедиции, я ее попрошу. И вот хотелось бы, чтобы вышел сборник вот этой нашей научно-практической конференции, потому что материалов по изучению наследия жизни, творчества Захара Винокурова очень мало. Даже вот в нашей богатой национальной библиотеке таких материалов очень мало. Поэтому все участники конференции, пожалуйста, убедительно прошу, подготовьте все статьи. И я думаю, что УЛУС, Намский УЛУС, администрация Намского УЛУСа будет работать над тем, чтобы издавать сборник нашей конференции. В редактировании я могу помочь. Предлагаю свои услуги. Ага, хорошо. Слово предоставляется Емельянову Александру Георгиевичу, народному заслуженному артисту, народному артисту Республики Саха-Якутия. Добрый день, уважаемые коллеги. Тема моего доклада – основоположники оркестра народных инструментов в Намском районе композитор Захар Винокуров, соратники учителя Георгий Никитич Емельянов, Дарья Петровна Колпашникова. 30-е 40-е годы 20-го столетия, 20 века, многие учителя умели играть на разных инструментах, музыкальных инструментах и прививали любовь к музыке. 1941 года, учебного года, мои дедушка Георгий Никитич Емельянов и бабушка Дарья Петровна Колпашникова начали работать в Хатырской неполной средней школе. В том году в селе Хатырык пребывало много учителей, влюбленных в хоровое пение и домашнее музицирование на струнных инструментах. Все они были настоящими энтузиастами художественной самодеятельности. Завучем тогда работал Антон Григорьевич Никифоров. Он, а также Матвей Никифорович Артемьев, учитель начальных классов, играли на мандолине. Так же, как и Дарья Петровна и Георгий Никитьевич, прекрасными педагогами и одновременно музыкантами школу были Марков Петр Афанасьевич, Василий Данилович Ядрахинский, это заслуженные учителя СССР, Суздалов Кузьма Петрович. Среди них Винокуров Захар Патрович, позже ставший композитором, был тогда начинающим скрипачом и выпускником Якутского педучилища. Учился у заслуженного учителя РСФСР Михаила Павловича Романова вместе с моей бабушкой Дарьей Петровной Колпашниковой. Многих из них мои бабушка с дедушкой, хорошо разбиравшихся в нотах, дед уверенно читал ноты с листа, учили нотной грамоте и игре на музыкальных инструментах, пению в хоре. В те времена обучали всех учителей нотной грамоте и игре на струнных инструментах, пианино. Молодые учителя трудились во время Великой Отечественной войны, поэтому в репертуаре было много песен времен Гражданской войны. С начала учебного года в Хатырской школе были организованы хоровой и струнно-шумовой оркестры. Хоровым кружком руководила Дарья Петровна, оркестром Георгий Никитьевич. Примечательно, что он, обучаясь в Вилюйске, играл в самодеятельном оркестре Марка Николаевича Жиркова, позднее известного как первый якутский композитор, основоположник якутской музыкальной культуры. Репертуар как хорового, так и шумового оркестра был довольно разнообразен, так как они могли разучивать новые песни по нотам, печатавшиеся в периодической печати и в новых песенниках. Душой хорового кружка был Петр Афанасьевич Марков, имевший очень хороший музыкальный слух и голос. Душой оркестра являлся Захар Порфирьевич Винокуров, игравший на скрипке и фортепиано. В шумовом оркестре играли на гребенках, бутылках с водой, поперечных пилах, 3 мандолинах, 1 скрипке и 3 балалайках. Эти 2 кружка охватывали почти всех учащихся школы. Хор и оркестр пользовались большим успехом среди населения. Помимо этих кружков работал драматический кружок, руководимый Кузьмой Петровичем Суздаловым и Елизаветой Авсентьевной Винокуровой. На концерты его участники ходили пешком, а расстояние от школы до Носляков было большими. Колхоз Фрунзе в 15 километрах, Большевик в 11 километрах, Кызыл-Талга в 6. На смотре художественной самодеятельности по району школа заняла 1 место. У руководителей были учителя Георгий Никитьевич, Захар Порфирьевич, Кузьма Петрович, Елизавета Авсентьевна, Дарья Петровна. Они стояли у истоков зарождения
музыкального образования на селе. Инициатива односельчан подтолкнула видного государственного деятеля Илью Егоровича Винокурова к мысли о музыкальном образовании подрастающего поколения в масштабах уже всей республики. Тогда и вышел указ Совета народных комиссаров ЯСР за его подписью. Таким образом, во время войны были организованы первые в республике музыкальные школы для детей. Детская музыкально-хореографическая школа «Семилетка» в городе Якутске. Это является начальным этапом развития музыкального образования в Якутии. Летом 1942 года молодые учителя были мобилизованы на фронт. Это Емельянов Георгий Никитич, Марков Петр Афанасьевич, Гаврил Спиридонович Матвеев, директор школы, погиб летом 1943 года в боях за Донбасс у реки Миус. Антон Григорьевич Никифоров, завуч, погиб в 1943 году на Западном фронте. И Федоров Савва Данилович завхоз школы. В 1943 году Захара Винокурова назначили вторым секретарем райкомола. В 1944 году переехал в Якутск, был принят артистом оркестра «Саха-театр». В этот же год поступил в Московскую государственную консерваторию имени Чайковского в студию дирижерско-хорового факультета. В 1947 году в связи с болезнью вернулся на родину. Работал в Саха-театре заведующим музыкальной части. Параллельно работал учителем музыки педучилища. Министр образования Семен Сульский, учитывая нехватки песен для детей, поручил композитору взяться за это дело. Захар Винокуров написал 18 песен на слова поэтов Абахынского и Чалухана. Георгий Никитич Емельянов демобилизовался в 1947 году. Вернулся в Нюрнбергский район к жене Дарье Петровне. Через год вернулись в Намский район. В 1951 году я вот первый, кто выступал, говорил депутат на совете депутатов, сказали, что официально объявили, что он композитор. Захар Винокуров написал песни «Юбилей это», «Догортагур это», «Долгунча» и другие. Раскрылся талант как певца и композитора, его песни прозвучали по радио, театрах, клубах, издавали статьи в газетах. Песни Захара Винокурова, приветственные на слова Семена Данилова, впервые в вокальной истории Якутии прозвучала за пределами республики во время международного фестиваля молодежи студентов в 1955 году в Варшаве. Песню с большим чувством исполнена представительница РСФСР Якутии Анастасия Лыткина. Делегации республики и Советского Союза были очень горды за свою соотечественницу, показавшую высочайший уровень вокального мастерства, чувство патриотизма и любви к родине. В январе 1957 году перестало биться сердце композитора Захара Порфирьевича. В этом году состоялся республиканский фестиваль молодежи и студентов в городе Якутске, в том месте, где ныне находится стадион Туймана. Участвовали многие коллективы со всей Якутии. Мой дед Георгий Никитич и моя бабушка Дарья Петровна представляли Намский район. И коллектив Намского творческого коллектива, составляющий из педагогов и учеников. В их концертной программе прозвучали многих советских композиторов, в том числе песни их друга, и сподвижника по хатырской школе, композитора Захара Порфирьевича Винокурова. Вокальные произведения композитора исполняли и исполняют многие известные заслуженные и народные артисты Республики Саха-Якутия, Российской Федерации, театра оперы и балета имени Дмитрия Константиновича Сурона-Малона. Что касается лично меня, что в детстве имя композитора, его песни часто звучали из уст бабушки, вспоминавшей талантливого сына Намской земли. Считаю, что творчество Захара Порфирьевича Винокурова в становлении моей личности как будущего оперного певца оказало огромное влияние. Первое. Захар Порфирьевич занимает особое место в якутской музыкальной культуре. Предлагаю подготовить и издать к 105-летию со дня рождения композитора вторую часть книги «Кере Эге Алуптахвигата». Второе. Также предлагаю сделать видео-аудиозапись песен композитора со сводным оркестром народных инструментов совместно с коллективами учреждений культуры Республики Саха-Якутия, детские хоровые коллективы ДШИ Республики и таким образом внести в золотой фонд архива Республики Саха-Якутия. Третье. В связи с объявленным в 2024 году президентом России Владимиром Владимировичем Путиным года семьи в Российской Федерации, а также года детства в Республике Саха-Якутия,
Годы развития детского театрального искусства, инициированного министром культуры Республики Саха-Якутия Афанасием Ивановичем Ноевым. Предлагаю школам включить в программу дополнительного музыкального образования песенное творчество композитора Захара Патфилевича Винокурова. Ценность изучения произведений творчества Винокурова в настоящее время имеет как никогда особую остроту. Это проникновенные мелодичные песни о любви к родным просторам, доступные по своему музыкальному строю для неискушенного слушателя, способствуют воспитанию в молодых людях чувства патриотизма, уважению к родной музыкальной культуре и в конечном счете содействуют развитию музыкального воспитания в республике. Меры по увековечиванию имени композитора будут популяризировать талантливое творчество Захара Винокурова, стимулировать появление новых имен музыкальной культуры республики, созидателей активного музыкального сообщества в будущем. Спасибо. Тема выступления «Виды мелодической линии в песенном творчестве Захара Винокурова». Готовится Кирилл Афанасьевич Герасимов. Уважаемые участники конференции, сегодня у нас частный доклад. Получается, я разобрала всем вам известный сборник как говорят, и предлагаю следующий алгоритм анализа данного сборника. Сначала мы посмотрим с вами первое, что имеет важнейшее значение в любом произведении, включая музыкальное произведение, это, конечно же, художественный образ. Мы поговорим о художественных образах, которые присутствуют в этом сборнике. Вот. Здесь 25 песен. Так, сборник издан в 92 году. Затем начнем с вами посмотрим стили пения, которые, значит, проявляются, черты которых проявляются в мелодике Захара Винокурова, жанры, о жанровых основах этих песен. Затем посмотрим формы музыкальные, которые используются, значит, в этом сборнике. Ну и, наконец, это основное, да, действительно, анализ мелодии. Там тоже будет несколько пунктов, по которым, так сказать, мы сегодня немножко пройдемся. Так. Итак, художественный образ. Все мы знаем, что для культуры, для музыки, для искусства в целом, да и для жизни в целом можно выделить три типа художественных образов. Это такое содержание, как эпос, лирика. Значит, сразу отмечу, что в сборнике Захара Винокурова в основном, конечно, превалирует эпичность. Эпические образы, связанные с любовью к родине, к природе и так далее. Лирические образы также присутствуют. Драмы здесь нет. Да. Значит, в сборнике 25 песен на стихи 12 якутских поэтов. Просто выделила, что больше всего вот в этом сборнике по 4 песни тексты принадлежат Семену Данилову и Леониду Попову. Так, трохи что-то назад. Вот. Итак, значит, эпические песни. Их тут больше всего в этом сборнике. Значит, напомню, здесь 25 песен. Вы все прекрасно знаете эту музыку, да, Эрантеры, Махталоры и так далее. Бурдо, Копталор и так далее. То есть большое количество эпических песен, посвященных родине и также труду. Лирические песни, их немного. Здесь 4 песни. Очень такая удачная фотография нашлась на просторах интернета с его супругой. 4 песни лирические. Шуточные песни, значит, можно здесь выделить лирического плана Бидара и Пагана. Там, значит, когда к девушке обращаются, да, там она смущается, когда говорят о бригадире, по-моему. Да. И 2 детские песни Хары Маманы вот и Ицамка. Это шуточные песни. Итак, значит, вот по художественному образу, да, значит, подбиваем по итоге, как мы видим, что преобладают эпические песни, здесь их 18. Из 25 4 лирических и 3 шуточных. Так. Господи, двигайся. Так. Теперь, значит, вот мы просмотрели коротко художественный образ, теперь поговорим о стиле и жанре, которые использованы в данном сборнике. Так, это можно, да? Как-то нужно туда подойти. Вот.
все вы прекрасно знаете стили якутского народного пения. Естественно, их черты очень ярко проявляются в данном сборнике. Почему мы называем Захара Винокурова якутским мелодистом? Потому что он, естественно, основывался на интонациях якутского народного пения. Джиретиры, дегеремеры и на пение, связанное с мелодикой Абага, Нижнего мира, и кутуру. Значит, это вот основные стили. Раньше всегда говорили только о двух, джирети, дегерем, но наука не стоит на месте. Значит, вот сейчас уже выделяют 4 основных стиля. Музыкальном фольклоре якутском случае. Ой, назад. Так. Назад. Вот. Значит, я основывалась здесь, конечно же, на первоисточниках. Марк Николаевич Жирков, зять Захара Винокурова Эдуард Алексеев и, Анна Ларионова. В основном их работы посвящены как раз основным стилям якутского пения джирети, он дегерем. Значит, пенопение, связанное вот с Нижним миром, вот эту литературу, если кому интересно, можно найти в диссертации Григорьевой Виктории. И, значит, стиль кутуру, связанный с шаманской музыкой, с шаманизмом, он исследован вот в монографии Ализы Решетниковой. То есть это вот та литература, на которой я основывалась. Ой, назад. Так. Итак, значит, здесь вот краткие таблицы, которые даются о классификации якутского музыкального фольклора. Это Жирков, вы, наверное, с ней знакомы. Это Эдуард Алексеев, он выделяет, вот тоже джирети, дегерем. И, назад. Так. И Анна Ларионова. Здесь вот я в основном выписала таблицу ее именно по дегеремеры, потому что сборник Захара Винокурова это, конечно, в основном песни в стиле именно дегерем. Ритмические, подвижные, бытовое такое имя. Так. И вот выводы, по стилю. Основной ведущий стиль сборника это, конечно, дегеремеры. Черты джирети тут есть, потому что только гамтахл выбор, иногда ритм сбивается, у него есть переменный размер, темп, это называется апогика, когда идут, прямо хочется как-то расширить мелодию. То есть это связано, с ритмическими особенностями. Ну и также очень характерно для джирети это постепенное расширение диапазона, так называемый раскрывающийся лад, он также есть. То есть это черты, это все-таки не джирети, в основном дегерем. Ну и внизу, значит, отрицательный результат, тоже результат и на пение, и кутуру здесь нет, потому что здесь нет образов, связанных с этим. Итак, значит, теперь жанры, те, которые использованы в этом сборнике. Значит, из жанров, которые предложены в книге Марка Жиркова, видите, все, значит, здесь лирические, протяжные и так далее. Эдуард Алексеев, песни гимны, бытовая песня. Значит, Анна Ларионова, о природе, лирические, детские песни. То есть это тоже связанные жанры именно с дегерем. Итак, песни гимны. Здесь их два произведения. Эвардерета, Лана Махталрета. Трудовые песни, как видите, их достаточно много, связанные, значит, с процессом труда, с образами, Волчота, Балаксета, Волгунча, девушка охотниц, вальс неожиданно, значит, уже, так сказать, действительно, как Владимир Петрович говорил, якут, услышавший вальс, не может не объединить в своем творчестве. Значит, вот здесь у него 3 вальсовых песни, конкретно в размере 3/4. Вот там есть еще одно произведение, где в припеве так неожиданно 3/4 наступает, а потом выходит это. Вот. И о природе тоже немало песен. Итак, значит, еще любовные песни и детские песни. Так, сейчас. Итак, значит, ведущим жанром в этом сборнике, значит, это трудовые песни. Получается 8 песен. Так. О природе 6 песен, любовные песни 4, вальс 3, песни гимны 2 и детские песни 2. То есть в основном это трудовые песни. Вот такое вот содержание сборника, потому что. Так. Теперь переходим к форме.
тоже очень интересный вопрос. Значит, формы, которые использованы в данном сборнике, это, конечно, в основном куплетная. Но тут ее 3 разновидности. Значит, куплетная форма одночасная, когда идет вот только вот, значит, 8 тактов вперед и все. Да? То есть чисто куплет один. Потом куплетная двухчастная форма, ее больше всего здесь. Здесь получается 19 песен, да, написано в куплетной двухчастной форме. Куплетная одночасная, тут 5 песен. И вот как раз вот этот долгунчат, который очень интересный, да, пример, там 3 периода. Это куплетная трехчастная форма. Это вот единственная песня. Почему 3 получилось? Потому что первый куплет идет в основной тональности, в мажорной, второй куплет идет в параллельном миноре, и третий куплет это опять возвращение в главную тональность. То есть тут очень интересно с точки зрения, то есть вот если брать вот каждый аспект, по каждому аспекту можно написать такое неплохое исследование. Да. И теперь, наконец, мелодия. Так, ну, все мы знаем, что такое мелодия, одноголосная последовательность, музыкальный звук. Теперь, значит, идем дальше. Значит, по виду изложения, да, значит, мелодия может быть либо одноголосным произведением, либо главным голосом, либо подголоском. Понятно, что в данном сборнике нам представлена мелодия в виде именно главного голоса многоголосных актеров, потому что все равно песни, значит, Захара Винокурова, хотя они написаны здесь только, значит, вокальная партия без аккомпанемента, они все равно предполагают аккомпанемент. Когда готовилась к докладу, шикарно, значит, очень мне нравится аккомпанемент, который написал Герман Комраков к песне «Балксов». Так, шикарный абсолютно аккомпанемент. И также еще одна песня была написана аккомпанемент Верестовым Николаем Савельевичем. То есть я понимаю, что сам вот, значит, Захар Кофеевич, к сожалению, аккомпанемента не писал, но мелодии у него абсолютно чудесные, очень красивые. То есть здесь, в этом сборнике, мелодия представлена в виде главного голоса. Да, ну, составные части мелодии тоже, в принципе, это понятно. Так, ой, назад. Ага. Он писал не только мелодию, он всю оркестровку писал. Уважаемые участники, не перерывайте, пожалуйста, докладчика, потом будут Я просто вопросы. много не видела. Есть доказать. Есть, да? Ага, вот я просто не видела, например, партитуры, которые он писал. Сейчас покажу. Хорошо, хорошо. Обязательно поговорим, посмотрим. Ага, да. Дальше. Назад. Вот. Итак, теперь, значит, рассмотрим виды мелодии по 4 параметрам. Первое, по методической линии, как вы видите, да, значит, она бывает с небольшим скачком и заполнением. Ну, например, возьмем, например, ту же самую Эраквилета, да? То есть скачок, потом заполнение. Скачок наверх, потом спускается вниз. Это называется с небольшим скачком и заполнением мелодии. Да? Время. Ой, Заключение, значит, пожалуйста. ага, так, ой, извините, тогда идем дальше. Ой, жарко. Так, ладно. Значит, по местоположению, там, значит, вершина, источник и так далее, по ладу. Сейчас давайте тогда уже конец. Сейчас идем. Так, вот. Значит, просто я основное не скажу, что тут в основном, значит, это с небольшим скачком заполнения. Мелодика. Да. По местоположению кульминации в основном у него получается вершинный источник, потому что у него куплет, он такой вот в основном на одной ноте, ну как бы вокруг одной, да, но когда идет припев, у него сразу начинается с высокой ноты. Это вот характерная вещь. Это называется вершинный источник. Да? Дальше. Относительно лада, конечно, невозможно без Эдуарда Ефимовича. Кстати, часто спрашивают еды, значит, лады якутской музыки. Вот они. Они в 1976 году выпущены в его сборнике монографии, значит, проблемы формирования лада, да, 10 равноверных ладов. Из них вот сразу скажу, что здесь вот второй лад, это вот типичный лад вот для этого сборника. Дальше. И равномерные лады, и 37 равномерно сокращающихся ладов. Здесь в основном это 28 лад.
3 ноты и внизу доминанта. Да. Вот они, да. И видим, да, что в основном вот из этих 25 песен все-таки минор побеждает. 14 минорных, мажорных 11. Так, дальше. Равноверные лады, вот они, да, в некоторых песнях показаны. Вот он номер 2, номер 1, 28, 29, это вот равномерно сокращающиеся. Так. И по принципу развития, значит, все мы знаем, что есть либо контраст, либо повтор. Понятно, что в сборнике, значит, преобладает, значит, повтор, именно повтор, и в основном вариантное развитие. То есть вариант одно и то же будет. Так. Значит, да, центральный художественный образ — поэтические песни, ведущий стиль доверенеры, ведущий жанр — трудовые песни, основная музыкальная форма — куплетная, двухчастная. И с точки зрения мелодии также, да, выводы по мелодической линии скачки, по местоположению вершина источник, по ладу в основном минор, по принципу развития вариантный повтор. Все, спасибо. Спасибо большое, Джейми. Слово предоставляется Кириллу Афанасьевичу Герасимову, заслуженному деятелю искусства Республики Якутия, члену Союза композиторов Российской Федерации. Дополнительно Богдана Борисовна Окоркова. Добрый день, уважаемые участники конференции. Я бы хотел немножко выступление и хотел бы продемонстрировать использование мной мелодии песни в своем «Полите сказочная долина». Конечно, вот как сказал Владимир, мы выросли на песнях Захара Винокурова. В детстве на радио очень часто звучали эти песни. И, конечно, у меня сложилось безмерное уважение к этому автору. И, конечно, его значение состоит в том, что он расширил, скажем так, расширил возможности якутского пения. То есть он расширил в первую очередь диапазон якутской песни. И далее его песни были изданы в первый вот сборник, упомянутый в 1955 году, Джулия Юлета, которая включала 45 песен. Вот. И второй сборник вот вышел в 1992 году, под составителем выступил Анатолий Семенов, вот, который вот рассказал о Чане Киложе. И в 2007 году по просьбе администрации Намского УЗУСа я сделал этот сборник, где составителем была Тамара Николаевна Семенова, которая включила здесь 22 песни и с аккомпанементом для баяна, чтобы можно было использовать эти песни в репертуаре музыкальных школ и музыкального училища. И этот сборник вот, у вас вот в подарках есть, да? Вот. Далее. Песни очень яркие, Захара Винокурова, об этом мы уже сказали. И я использовал вот его тему песни «Каталактар Кагдалара» в своем балете. Что такое использовал? Значит, я хотел немножко внимание обратить на это, как бы, на смысл этого слова. Вообще, по этимологии, да, слово композитор исходит от латинского. Слово в переводе означает составитель и сочинитель. Значит, составлять и сочинять. Значит, в чем разница? Значит, сочинять — это значит непосредственно сочинить тему или мелодию. Вот в музыковедении есть понятие тема. Значит, тема песни, так тема мелодии. И
А композитор в то же время является вот составителем, то есть неким конструктором. А в музыке известно, существуют многие жанры, кроме самой демократической, любимого жанра песни, существует еще очень множество жанров, там инструментальные, для симфонического оркестра, для театра, оперы, балета. Да. Для этого надо вот, использовать вот темы и как бы составлять из него развернутое музыкальное произведение. Вот когда я по заказу балетной школы, 25-летию балетной школы, вот, писал балет по мотивам народной сказки «Ючугай-Ючугай» и по пьесе Ивана Гоголева «Каталаг». И там по либретто Парасковьи Заволоцкой и редакции балетной Тащиной, Екатерины Тащиной, вот, мы работали над этим балетом. И когда там надо было написать сцену появления стерхов, и мне здесь прямо вот просилась вот эта мелодия. И в знак уважения я обратился к творчеству Набурова. Ну, у меня еще есть концертина для, как бы я составил уже по теме Толбуча, концертина для фортепиано и симфонического оркестра. Его часто исполняют здесь учащиеся. Ну, еще на тему Балцитара у меня есть обработка для фагота и валтона этой песни. Вот, пожалуйста, тогда сейчас мы приступим к демонстрации. Здесь вот старший брат охотник Ючугай-Ючугай, а его младший брат Туган Бачугор, который является таким проказником непослушным. И вот во время охоты старший Ючугай-Ючугай замечает приближение стерхов. Девушек. Здесь он замечает младшую из стерхов и влюбляется в нее. Балет танцевали учащиеся балетной школы с 1 по 10 класс. Только учащиеся балетной школы. Вот обратите внимание, на заднем плане появляется Туган Бачугор и вот берет с собой крылья младшего стерха. Разные вариации на эту тему.
не нашла своей природы. И вот он уговаривает ее остаться на земле. Ничего не хочет. Тебе домой. И дальше там начинается адажа. Это как бы центральный лирический номер. Ну все. Поблагодарить администрацию Намского ДОСа, что вы придавите, такое уделяете внимание творчеству своего земляка. Это очень важно для распространения и сохранения якутской песни. Ну, музыкальная культура является частью общей культуры человеческого общества, при этом большую ценность имеют и духовные, и материальные составляющие. Идет постоянное взаимодействие различных национальных культур и музыкальной культуры, но при этом каждая культура берет то, что ближе и привлекательнее. Я хочу вам как бы предоставить свой доклад через современный культурологический подход под названием «культурный трансфер». Вот этот термин, этот подход был обоснован в Европе с 1980-х годов, ввел его французский культуролог Мишель Эспань. А в России вот этот подход был применен с начала 21 века, одним из исследователей которых есть Ирина Николаевна Лагутина, доктор филологических наук. Она работает в Институте мировой литературы имени Горького, и она разработала теорию сравнительных исследований межкультурных взаимодействий. Она выделяет 4 модели межкультурных взаимодействий, которые наш народ и соприкасался с этими моделями. Первое – это культурное соприкосновение. Второе – это культурный контакт. Культурное соприкосновение идет с раннего времени. И третья модель – это культурное столкновение. Тоже вот эта модель наш народ тоже знает. Дальше культурное сращение. Именно этот подход, именно культурный трансфер может быть использован при изучении деятелей культуры, в особенности нашего сегодняшнего Захара Порфирьевича Винокурова, нашего композитора. Именно культурный трансфер представляет собой динамический процесс, состоящий из 3 компонентов. Первый компонент – это по теории Ирины Николаевны, это исходная культура. То есть та культура, которая предоставляет свои ценности. В данном случае у нас классическая музыка. И второй компонент – это инстанция, то есть это человеческий фактор, это посредник, в роли которого я вижу Захара Винокурова. И третий компонент – это целевая культура, то есть та культура, в которую направляется этот процесс, то есть наша культура, якутская музыкальная культура.
Механизм проникновения одной культуры в другую, вот через культурный трансфер, подразумевает обязательно участие культурных посредников, которым выступал Захар Порфирьевич. Результатом этого динамического процесса является именно вот культурное переосмысление своей целевой культуры, своей культуры. Но при этом каждая культура продолжает развиваться по своим канонам развития. Ну, Захар Винокуров посредник культурного трансфера. Почему? Потому что, как вы знаете, все докладчики отметили, что он в 1944-1947 годах был студентом Московской консерватории имени Чайковского в классе профессора Гиппиуса. То есть он усваивал ту культуру, которая вот должна была нам вот передать свои ценности. И учился он в Якутском музыкальном училище по классу фортепиано. Ну, все знаете, что по состоянию здоровья он не мог продолжить свою учебу, хотя очень старался, он 2-3 раза пытался учиться, но по состоянию здоровья он не смог. И учился он у носителей той исходной культуры, музыкальной культуры, у Василия Александровича Супруненко, доцента Киевской и Ленинградской консерватории, и учился тоже у Гранта Тарановича Григоряна, выпускника 1952 года Московской государственной консерватории, советского композитора, педагога, теоретика музыки. То есть он перенял то, что передали его педагоги, его учителя, именно носитель той исходной музыкальной культуры. Дальше. Я, например, как исследователь считаю, что Захар Порфирьевич один из основоположников якутской музыкальной культуры. Как отметили тоже докладчика, впервые он написал специально для детей вот песни. Хотя я, вот, например, подчеркиваю, что преобладают лирические песни, но я человек без музыкального образования, я полностью доверяю Чаине Кимовне. Может, и преобладают лирические песни, но и лирические песни тоже были, да? Но одним еще его таким интересным моментом творческой деятельности является, что в 1946 году, это в воспоминаниях Февронии Алексеевны Байшевой, я нашла вот песню «Лене береге», спела девушка из Башкортостана на якутском языке на телевидении города Москвы через канал Коминтерна. Вот эта песня прозвучала в Японии. То есть первая песня, которая звучала в другой стране, это была песня Захара Винокурова. А судьбу второй песни вы прекрасно знаете. Это 1955 год «Эварда Рыта». Феврония Алексеевна еще конспектирует, она считала, что Захар Порфирьевич был основоположником песен эстрадного направления. Ну, как музыковеды на это смотрят, это покажут вот дальнейшие исследования, потому что его песни, я ссылаюсь на Февронию Алексеевну, его мелодии были широким диапазоном, не характерным, вот Чаида Кимовна очень хорошо нам показала, не характерным для якутской музыкальной культуры. И чувствуем мы сейчас вот в этой песне «Агат-Дырета», да, тот ритм, который тоже не был характерен для якутской музыкальной культуры. И вот характер песен, вот, энергичный, радостный характер, да, вот, поэтому я присоединяюсь к мнению Февронии Алексеевны Байшевой, что да, Захар Порфирьевич, его можно считать и основоположником песен эстрадного направления, то есть современного направления. Дальше.
Пожалуйста. Ну, я предлагаю или вижу вот историческую миссию очень короткой жизни и короткой еще всего лишь 6-7 лет творческой его деятельности в том, что он был одним из основоположников национальной музыкальной культуры народа Саха. Марк Николаевич Жирков — это неоспоримый авторитет, но Захар Порфирьевич тоже является одним из основоположников нашей музыкальной культуры. И его можно считать и одним из организаторов музыкального образования Якутии, потому что он работал в Якутском музыкальном училище, одним из руководителей. И это один из первых композиторов Якутии. И его красивые песни звучали, вот я уже говорила, и до сегодняшнего дня звучат и для зарубежных слушателей, для слушателей других народов и других стран. Теперь я чуть остановлюсь на статье Захара Порфирьевича, которая была написана в 1949 году о профессиональной музыкальной культуре Якутии в газете «СОС Якутия». Там он подчеркивает те проблемы, которые актуальны по сей день. Это, во-первых, повышение исполнительского мастерства, то есть певцов. Это нехватка и композиторского состава, это нехватка и кадров. Хотя Якутия перешагнула в начале 21 века со своими театрами, оперы и балета, но те проблемы, которые он подчеркивал, вот, актуальны и на сегодняшний день. Он в 1949 году писал о всеобщем музыкальном образовании. Сегодня же у нас есть проект «Музыка для всех» Михаила Ефимовича Николаева. Да. Каким вот дальновидным был, очень молодой, энергичный, но, к сожалению, живший очень мало времени Захар Порфирьевич Винокуров. Спасибо за внимание. Можно уточняющий вопрос? Ага, пожалуйста. Уточняющий вопрос, Людмила Степановна. Слушаю. Вы сказали, что он работал преподавателем музыкального училища. Вы точно утвердитесь, это музыкальное училище или педагогическое училище? Я в музыкальном училище. Сейчас я уточню, или я оговорилась. Но это мнение не мое, это мнение директора музыкального колледжа Никулина Владимира Георгиевича. Он-то знал точно. Он писал вот свои воспоминания. Потому что во многих литературах пишется про педагогическое училище, музыкальное отделение. Потому что Супруненко работал там. Тогда, прошу прощения, тогда педагогический, да. И Андрей Костин работал в педагогическом училище. Тут вот надо уточнить, Он тут я никак не мог работать в написала. музыкальном училище. Сейчас, минуточку, уточним, да. Ну и если я ошиблась, то вот написано вот Якутское музыкальное училище. Это музыкальное отделение. Отделение, училища. хорошо, спасибо, Владимир Петрович. Ну, дело в том, что вот именно с таких позиций, если вот исследовать наших музыкантов, композиторов, деятелей культуры, то тогда четко проявляется их роль и вклад в развитие культуры нашей республики. Спасибо. Теперь слово предоставляется Тарасову Ивану Петровичу, редактору радио «Титим», отличника культуры Республики Саха-Якутия. Работа Захара Винокурова в фонде национальной вещательной компании «Саха». Спасибо. Готовится Зоя Захаровна Винокурова. Видеовыступление. Добрый день, уважаемые участники конференции. У меня не доклад, а, наверное, справка от якутского радио. Сказать, что
выступать. Ну, одним словом, хочу начать выступление. Вообще, мы с детства, наверное, да, просыпались под мелодию Захара Винокурова. Давайте поаплодируем. Действительно, вот, у меня на телефоне стоит рингтон Якутского радио, да, и получается, иногда у меня, вот, когда звонит телефон, взрослые подходят и говорят: пожалуйста, пришлите мне, пожалуйста, эту музыку. Потому что я вспомнил свою бабушку, своих родителей. Вот музыка прекрасна тем, что музыка имеет как-то проникать, то есть можно попадать сквозь музыку через года, ну, прошедшее время, получается, да? И эта мелодия Якутского радио, открытие станции, она у нас у всех умах, в ушах у нас звучит с детства, потому что мы все родом из деревни, из Луса, где всегда с утра, с 6 утра, да, вещало Якутское радио. Так что сейчас в данное время на радио Тетим Сахарадио, да? Тетим Сахарадио, сейчас оно так называется, очень странно, конечно, но 6 утра это позывной играет, в 12 и в 6 вечера. Пока вот так, да? Так, ну, по Захару Порфирьевичу, вот я заказал в фонде, какие вообще работы редакторов лежат сейчас в золотом фонде Якутского радио. Здесь у нас концерт «Очерк» 1967 года о композиторе Захаре Винокурове. Автор Анатолий Горохов, текст читает Афанасий Готовцев. Да. Еще могу отметить, что вот Февроний Баишева в своих передачах тоже о Захаре Порфирьевиче очень делала вот начало 90-х годов. И можем отметить работу музыкального салона Владимира Петровича. Да, вот очень хорошая работа 2015 года, 4 части оказалось по 15 минут. Музыкальный салон, посвященный юбилею, это 90 лет композитору Владимир Петрович. Там вот так музыкальный салон, она хранится, и вот мы вот для специально отведенное эфирное время ставим именно из золотого фонда. Так, в 2015 году «Музыкалын Алтыгы» это была один из авторских передач Виталия Андросова. Это автор Виталий Андросов, редактор Любьяна Бутуева. Ретро-концерт 2013 года на песни Захара Винокурова. Так, в 2019 году это уже идут у нас как личности, как историческом личности. Сахаселин Чулуджано, Светлана Попова, Сахаселин Белиляджано, Туяр Андреева. И вот последнее, 2023 года, Сана Сергете, Захар Винокуров, композитор, да, автор Антонина Шадринова. Да, здесь Кирилл Афанасьевич Герасимов и Антонина Шадринова с Ванановой работали и выпустили очень прекрасную такую передачу «Сана Сергете». Ну, я могу сказать одним словом, да, Якутском радио, как видите, сейчас очень туго с общественными редакторами. Работа с интеллигенцией республики именно по музыкальной части. Но это, наверное, я считаю, пока я тоже перешел в статус общественного редактора. Сейчас я не работаю на радио, но я могу как бы свои авторские передачи уже выпускать на радио, да, как общественный редактор. И могу сказать, что вообще здесь я увидел, как работая 10 лет в Якутском радио, что такой провал классической музыки начинается с 1997 года, после закрытия симфонического оркестра, после закрытия хора радио, который по приказу был 43 года во время войны, в 44 году уже как бы собрали ансамбль, и 27 февраля 1945 года состоялась премьера хора Якутского радио. Так что сейчас мы надеемся, что все-таки вот строится у нас центр Арктики, наверное, там будет возможность уже писать классическую музыку для радио, потому что от современных композиторов сейчас вот, в полном объеме, как бы хотели вот, работающие редактора, да, нет такой музыки уже.
Хотя мы сейчас живем в очень современном мире. Это очень парадоксально, и это для людей, которые увлекаются вообще музыкой, для общего развития человека, и для музыкальности это очень сильно влияет. И это сказывается на вообще культуру, ну, на музыкальную культуру общества, да, и очень такие в последнее время даже не музыкальные люди начали замечать, что какая-то вот эта попса, там, очень простая такая самодеятельная, это даже не самодеятельная музыка, это, наверное, работа с программами и музыкальные дизайнеры, вот такие даже появились, да, новые, как бы, новая профессия, как музыкальный дизайнер, они преобладают классическую музыку. И это очень печально, потому что я человек, любящий очень разнообразную музыку, не люблю как-то слушать слишком узкие вот такие звуки монотонные. Так что призываю, одним словом, работать в дальнейшем с нашим легендарным якутским радио, чтобы побольше таких радиопередач ходили о наших композиторах, о наших мелодистах. Все. Еще вот последняя справка, да? Если я даю вам справку, я вот общаюсь с многими музыковедами, так, и сейчас вот, наверное, узкий круг-то знает, что есть запись 45-го года «Голос» Захара Порфирьевича. Знаете, да? Ага. Так, ну я сейчас вот вам прочитаю информацию от Виктории Георгиевны Григорьевой, кандидат искусствоведческих наук, заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия, одним словом, музыковед, преподаватель фортепиано Амгинской ДШИ. В 2011 году для исследования творчества Устина Гавриловича Новсорова съездила Центр народной музыки имени Квитки Московской консерватории. В архивном каталоге журнале сохранились записи 1945 года, произведенные с голоса Устина Новсорова, Захара Винокурова и Виктора Савина. К сожалению, не имело необходимости переписать название всего того, что было исполнено Винокуровым и Савиным. Говорят, там несколько песен, всего 17 записей в исполнении Новсорова было с дискографа, фонографа, оцифрованных, аудиозапись фонограмма архиве Пушкинского дома в Ленинграде. Вероятно, по инициативе Эдуарда Ефимовича Алексеева, поскольку им был подготовлен выпуск пластинки «Поет Устин Новсоров». Вполне возможно, что были оцифрованы и записи Винокурова, Савина. Полный список может иметься у Зои Захаровны. Ну, Зои Захаровны, наверное, связь здесь, да, и получается, вот, большой специалист, музыковед, наверное, вот все-таки взял. И вот этих записей, допустим, у нас нету в якутском фонде. И хотелось бы, чтобы эти записи, которые записались еще будучи студентом Захара Порфирьевича в Москве, записаны были десятки вот таких песен на якутском языке. Вот моя информация и справка. Спасибо. Вопросы есть? У меня есть вопрос. Иван Петрович, а можно вот эти материалы как-то вот расшифровать? Тексты, они рассказывают, расшифровывают, это будет уже научным источником. Ну, это надо заняться, кто занимается вообще именно композитором Захаром Винокуровым, да, потому что исследователи есть. Я просто вам сказал справку, как бывший редактор, ну и сейчас общественный редактор якутского радио. Спасибо большое. Спасибо. Так, теперь ждем видеовыступления дочери Захара Порфирьевича Винокурова Зои Захаровны. Извините, готовится Шинджина из Республики Алтай. Я посмотрела программу конференции, и меня порадовало то обстоятельство, что к творчеству композитора подошли масштабно, широко, многоаспектно. Я не знаю, кому пришла эта идея,
этой конференции. Но слов благодарности, наверное, не хватит. Это что-то невероятное. Ну вот, предположим, значит, в рамках конференции идет разговор о музее аудио и звукозаписи, о фольклорном направлении в творчестве, о взаимоотношении поэзии и музыки. Разговор идет о поющей выставке. Я не знаю, что имеется в виду под поющей выставкой, но, вероятно, это что-то очень интересное. Идет разговор о выпуске аудиодиска и видеодиска. Идет речь о конкурсе исполнителей. Вы только представьте себе конкурс исполнителей песен Захара Винокурова. Идет речь об образности и символизме в творчестве композитора. Раскрывается тема патриотизма и много-много-много чего еще. Всего не перечислить. Спасибо вам всем. Спасибо всем, кто сегодня присутствует в этом зале. Спасибо всем, кто сделал реальностью эту конференцию. Потому что память о Захаре Винокурове, она останется с людьми надолго, благодаря вам. Спасибо вам. Спасибо, спасибо и спасибо. Успехов, здоровья всем и мира. Спасибо. Слово предоставляется Ивану Баксуровичу Шинджину, заслуженному работнику культуры Российской Федерации, заслуженному деятелю искусства Республики Алтай, члену Союза писателей России, и Шинджиной Аяне Ивановне, кандидату искусствоведения, заслуженной артистке Российской Федерации, руководителю Государственного национального театра танца и песни «Алтан» Республики Алтай. Тема выступления – особенности исполнительского искусства сказителей тюркоязычных народов. Здравствуйте, Иван Баксурович и Анна Ивановна. Добрый день. Здравствуйте. Я сделаю отступление. Это один из знаковых личностей Иван Баксурович Шинджин. Его алтайское имя Танспай Шинджин. Он не только исследователь музыкальной культуры, но и носитель фольклорной эпической традиции алтайских народов. Он основал международный Курултай сказителей, который ведется и до сих пор. Его вклад в воспитание молодых сказителей Республики Алтай огромный. А его дочь Аяна Ивановна, она вот тоже является одним из ведущих специалистов, ведущих исследователей Республики Алтай. Танспай Баксурович, Танспай Шинджин побывал у нас в Якутии. Его исполнение записывал Эдуард Ефимович. Именно во время экспедиции в Республике Алтай, в очередной экспедиции, мы привезли ему его молодой голос в записи Эдуарда Ефимовича. Пожалуйста, прошу вас, Иван Баксурович и Аяна Ивановна, вам слово. Здравствуйте, Яшина. Уважаемые участники конференции, приветствую всех участников научно-практической конференции, посвященной творчеству композитора Захара Бакировича Винокурова. Пусть имя его имя Винокурова долго живет в народной памяти якутского народа. Пусть продолжает. Уважаемые участники конференции,
конференции, спасибо за приглашение столь значимой конференции. Уверена, что последующее поколение имя Захара Винокурова увековечат в своих трудах не только в научных, но и в песенном, музыкальном искусстве. Спасибо отцу. Я прошу прощения, Танспару Баксуровичу сегодня 90 лет, и с вашего позволения он не сидит. Это еще ладно, ему очень трудно сидеть. Папа, может дать ему вам, помоги ему, пожалуйста. Аяна Ивановна, мы поздравляем Танспая Шинджина Ивана Баксуровича с 90-летием. Спасибо, спасибо. Она вот буквально исполнится 90 лет. Да, действительно, он внес большой вклад в развитие средневекового искусства. Он на сегодняшний день один из живущих, оставшихся сказителей натуральных тайчи 20 века. Его уже современников давно нет. Но с вашего позволения начну свой доклад, который был разработан, конечно же, на материале Ивана Баксуровича с некоторыми дополнениями. И в этой работе пойдет речь об особенностях исполнительского искусства сказителей тюркоязычных народов. И актуальность подобного исследования обусловлена тем, что ценнейшим пластом культуры тюркоязычных народов является многовековое уникальное эпическое наследие. Ведь сказительское искусство имеет свои отличия, особенности, которые способствуют сохранению эпической самоидентичности культурных кодов каждого народа. Но и целью задачи исследования, конечно же, заключены выявление этих особенностей, которые объединяют сказительское искусство всех тюркоязычных народов. Основные выводы и результаты исследования заключаются в том, что рассмотрены общие особенности в технике исполнительского мастерства сказителей, которые имеют особую роль в деле сохранения, развития и популяризации эпического наследия тюркоязычных народов. Систематическое изучение эпического наследия тюркоязычных народов берет, конечно, свое начало в XIX веке. Оно положено русскими путешественниками, учеными, тюркологами, историками, этнографами, фольклористами. К ним относится Василий Васильевич Радов. В изучении фольклора народов тюркского мира большое внимание уделено изучению исследования феномена сказительского искусства. Каждое поколение последователей эпоса, как самого универсального жанра фольклора, имеющего элементы архаического происхождения, своими наблюдениями, обогащив выводы предшественников, все шире и глубже раскрывало жизнь и творчество певцов рапсодов. Изучение особенностей эпического творчества сказителей тюркоязычных народов не теряет своей актуальности, конечно же, и в настоящее время. Разножанровый фольклор алтайского народа, как одного из древнейших тюркских народов Сибири, был открыт для науки благодаря известному академику, тюркологу, как уже было сказано выше, Василию Васильевичу Радову. В 1860-х годах Радов осуществил ряд экспедиций на территории Сибири, в Средней Азии и непосредственно на территории Горного Алтая с целью изучения фольклора таких народов, как алтайцы, леуты, шорцы, кумандинцы, тубинцы, хакасы, сибирские татары, казахи и киргизы. В Горном Алтае известны имена алтайских сказителей XIX века, которые исполняли эпос гортанным голосом в течение нескольких дней. К ним относятся Кабак Кадыжеков, Сабак Волчонок, Кадыр Аклыков, Кабак Черноев. К числу рапсодов 20 же века причисляются Шонкор Шунеков, Николай Лагашев, Наталья Черноева, Сыран Ялатов, Семен Качеев, Павел Кучуяк, а также Менгли Турков, Чопой Кукуев, Казак Кукуев, Шалпамар, и многие другие. И, наконец, можно назвать Саудабая Саблина, Алексея Калкина, Шуму Ялатова и здравствующих Танспая Шинджина. Алтайские сказители из поколения в поколение передавали свои сказания через мастерство именно гортанного исполнения, которое считается классическим и гимническим. Такой стиль исполнения сказителей народов Алтая и Славянских Нагорий подтверждается исследованиями некоторых современных фольклористов и музыковедов. Отмечено, что в алтайской, тувинской, кавказской гимнической манере исполнения эпоса гортанным пением раскрываются стилевые слои интонационно-мелодического многообразия.
Еще первые исследователи алтайского эпоса обратили внимание на незаурядность хайчи-сказителей и на их способность исполнять поэтический текст именно способом именно гортанного пения, который у алтайцев называется хай. Василий Иванович Вербицкий писал: алтайские импровизаторы обыкновенно высказывают сказки, дребезжащие октавы, растягивая каждое слово. А этим образом музыковед Андрей Викторович Анохин добавлял, что сказки действительно поются низкой, дребезжащей октавой, которая своим тембром напоминает летящего жука. Древний классический стиль, как традиционная форма исполнения эпоса методом своеобразного гортанного пения, сохранился, конечно же, до настоящего времени. Традиция горлового исполнения эпоса у алтайских тюрков бытовал и активно функционируют сегодня такие виды стилей горлового пения. Конечно же, безусловно, вы их знаете, это куней, кафе-рас, субы и субуской. Каждый из них имеет свое самостоятельное назначение. Эти стили используются рапсодами при исполнении эпоса как звуковое, несколько декоративное украшение того или иного мотива сюжета. Когда эпическое произведение исполняется гортанным горловым пением, то слова и мелодия производятся не свободным от слышать голосом, а несколько сжатым, от чего складывается впечатление, что голос сказителя идет из чрева. Он старается петь тайм без передышки, чтобы на одном дыхании исполнять несколько стихотворных строк. Всемирно известный алтайский лингвист Николай Александрович Баскаков характеризует исполнение алтайского эпоса таким образом: все ханчи исполняют героические богатырские сказания гортанным глубоким, низким голосом в пределах большой октавы. Исполнять героические сказания басом является традицией. В ходе многолетних наблюдений за исполнением героических сказаний алтайскими сказителями выявляется, что в основном при исполнении эпических произведений гортанным голосом ханчи вбирает легкий голос и затем выталкивает его из ручной плоти. Активно используя нейробронхиальные механизмы, физиологические основы многоголосной, двуголосной и узкочелевой фонации, ханчи переходят на гортанное горловое пение и выговаривают слова эпоса. Приемы гортанного горлового пения требуют от исполнителя длительной тренировки, обычно которые начинаются в детстве или юности. Существует полугортанное пение, когда ханчи поет слегка приглушенным тоном, используя вибрацию звука. В такой полугортанной манере исполняют не только алтайо-заярские, но и бурятские, калмыцкие певцы, сказители, а также проживающие в Монголии, урядхайские традиции. Такие стили гортанно-горлового исполнения эпоса, как субуской, кафе-рас, и другие разновидности, бытуют не только у алтайцев, но и у других тюркоязычных народов, например, южных Сибири, тувинцев, хакасов, шорцев, телеутов и других, а также у населения горных районов Монголии. У алтайцев, телеутов, шорцев сам прием исполнения эпоса называется, как я уже сказала, хай. Соответственно, те люди, которые исполняют эпос приемом горлового пения, называются хайчи. К примеру, у хакасов не хай, а хай, соответственно, люди называются хайчи. Сказители тюркских народов Южной Сибири при исполнении героических сказаний используют психологически почти сложную технику гортанного звука и его извлечения. Тюрко-монгольские сказители, которые исполняют эпос гортанным и полугортанным голосом, сопровождают свое пение игрой на музыкальном инструменте. Например, алтайские, тувинские, монгольские, уральские, алхам-монгольские сказители в Китае, синьцзянские рапсоды-певцы, сказители джангарчи исполняют эпос по звуке двуструнного, черпового инструмента кушур. У этих народов называются докшурур, докшур и так далее. Телеутские шорские певцы свое исполнение сопровождают игрой на двуструнном инструменте комуси. Хакасские рапсоды хайджи аккомпанируют себе на семиструнном музыкальном инструменте чаткани, или его называют дагаган. А некоторые певцы на комуси. У тюркоязычных народов Средней Азии многие сказители исполняют героические сказания под аккомпанемент струнных инструментов. Например, казахские шири сказители сопровождают свое исполнение аккомпанементом на дамбре или комуси. Узбекские рапсоды, бакши, шаиры также поют под звуки дамбры, дудара и кубузи. Под звуки кубуза исполняют и каракалпакские сказители. Гортанное горловое пение у тюрко-монгольских народов Сибири и Монголии неотделимо от звучания музыкального инструмента. Без сопровождения игры
на музыкальном инструменте, например, именно хай, практически не исполняется. Сказители в начале или во время исполнения всегда под свой хай настраивают музыкальный инструмент в зависимости от возможностей голоса. При этом обязательно устанавливается этот уровень звучания голоса, низкий или высокий. У язычных народов Сибири, алтайских переводов Кавказа, Кавказа, при исполнении классических богатырских произведений в манере горлового пения сказителями выделяются основные моменты воздействия на слушателей. Произведение может исполняться в гимническом, героическом или величественном характере. Подобный тон помогает слушателям понять многогранное содержание исполняемого сказительского эпоса. Кроме гортанного горлового исполнения существует вместе с классическим, речитативный тип исполнения эпоса, традиция которого, конечно же, восходит к древнейшим истокам устного фольклора. Он был широко распространен и богат сегодня бытует сегодня не только у народов Алтай-Зарядских Нагорий, но и во всех тюрко-монгольских регионах. Талантливыми мастерами речитативного исполнения эпоса у алтайцев были Шалва Марков, Казак Коева и Наталья Чухимоза. Табак Чичияков исполнял эпос не просто в манере речитатива, он декламировал поэтические формулы и два слышных мелодическим напевом тонированием. В зависимости от сюжета в его голосе существовали различные эмоциональные оттенки, например, восхищение, удивление, гордости или сожаления. При исполнении сказитель сидел неподвижно, руки его лежали на коленях, и вся прелесть заключалась именно в тоне повествования самого тембра, где он менял темп своего исполнения от медленного до ускоренного, при этом включал свою мимику. Табак Чичияков свое эпическое речитативное исполнение не сопровождал игрой на музыкальном инструменте, а сказитель Шулуй и Ладов, напротив, он исполнял сопровождение игры над душой. Такие алтайские качи-рапсоды, как Юлуков, Чичканов, исполняли эпос гортанным голосом в сопровождении музыкального инструмента. Достигнув определенного почтенного возраста, когда возникали некоторые болезни, руки и так далее, они уже отказывались от инструмента и переходили с гортанного горлового пения хай на речитативный. Речитативом исполняют эпос многие сказители тюркских народов Средней Азии. Сказители, шедшие в Кыргызстане, сидите, певцы, монашки в Кыргызстане всегда исполняют эпос речитативом на высоком уровне мастерства. Киргизские сказители могли не пользоваться инструментальным сопровождением. Слушая исполнение многочисленных монашей, мы приходим к выводу, что монах представляет собой энциклопедию киргизского народного речитатива, хрестоматию народных напевов. Монаши исполняют эпос темпераментно, голос певца может звучать и сурово, и величаво. У некоторых киргизских монашей во время речитативного исполнения появляется полутональный гортанный звук. Но все же в приоритете все-таки речитативный тип исполнения. Манера исполнения киргизскими рапсодами особенно близка манере речитативного пения сказителей у северных алтайцев. Вы знаете, что алтайские племена народа делятся на северные и южные. И вот в манере исполнения киргизского речитатива как раз очень близко находится манера исполнения северных алтайцев. Эти качи-рапсоды исполняют эпос без аккомпанемента. Они жестикулируют руками. И при ускорении темпа исполнения, конечно, включают движение корпуса самого. Аяна Ивановна, извините, пожалуйста, на заключение, пожалуйста, у нас регламент 10 минут. Хорошо. На протяжении всей своей многовековой истории тюркоязычные племена и народы Южной Сибири развивались в условиях тесного сосуществования культурного пространства, что не могло не отразиться на взаимовлиянии в области сказительского искусства. И так выделим основные концепты в сказительском искусстве исполнительском искусстве сказителей. Основной идеей у всех народов выступает его борьба за независимость, утверждение справедливой и мирной жизни. Также основными типами пения при исполнении эпоса является горловое, полугортанное и речитативное. К особенностям специфики или особенностей еще относятся концепты поэтико-стилевых фактур, например, эпитеты, метафоры, и, конечно же, применяется метод гиперболизации, потому что любовь к родине, герою или наоборот, когда мы принижаем отрицательного героя, конечно же, мы используем вот эти принципы для яркости выражения этих образов.
Наверное, последнее, что я могу еще успеть сказать, что в последнее время в избежание исчезновения этической среды в целях сохранения этического наследия и популяризации средневекового искусства в регионах Южной Сибири активно проводятся культурные проекты, фестивали, конкурсы и другие научно-практические конференции, мероприятия, конференции, круглые столы и прочее. Сегодня эпос успешно трансформируется в сценические, театральные и балетные постановки. Дело возрождения эпического наследия древних турков и становления современного направления сказательского искусства формируется театр эпоса, когда вовлечены молодые сказители, деятели искусства, такие как режиссеры, композиторы, художники, балетмейстеры, артисты разных жанров. И сегодня исполнительское искусство сказителей, конечно же, это живая эпическая традиция тюркских народов, и степень традиционности и модификации сказательского искусства, конечно же, требует дальнейшего развития. Ну вот что успела. Спасибо, Яна Ивановна. Спасибо большое Ивану Баксуровичу за участие. Спасибо. Благодарю. Спасибо. Так, уважаемым словом Захаровой Екатерине Ивановне, научному сотруднику Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Название темы «Рукописные ноты Захара Винокурова в фонде Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия». Пожалуйста. Спасибо. Добрый день, уважаемые участники конференции. Сначала расскажу об истории формирования фонда рукописных нот. Формирование фонда рукописных нот Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия берет начало 1969 года, когда в фонд тогда еще Якутской республиканской библиотеки имени Александра Сергеевича Пушкина поступили рукописи нот Гранта Григоряна. Так как отдельного специализированного фонда или отдела или сектора в структуре Национальной библиотеки тогда еще не было, они поступили в основной фонд. Затем, после выхода распоряжения в 1975 году Совета министров ЯССР об образовании комиссии по проверке состояния и использованию музыкальных произведений наследия Журкова, Григоряна и других композиторов, началась проверка произведений композиторов республики, которая длилась 3 года. В ходе проверки были выявлены несоответствия с правилами хранения, а также нарушения в их использовании. На руки выдавались авторские экземпляры, которые по мере использования приходили в негодность, а также некоторые экземпляры были вовсе и утеряны. А также еще одной проблемой отметили, что уникальный музыкальный фонд рассредоточен по различным учреждениям, не подчиненным единому ведомственному учету. Комиссия, отметив вышеперечисленное, сочла необходимым централизовать разрозненные музыкальные фонды в единый музыкальный фонд при Якутской республиканской библиотеке имени Пушкина. Для выполнения распоряжения Совета министров ЯССР и на основании заключения специально созданной комиссии в целях обеспечения сохранности и наведения порядка в использовании музыкального наследия композиторов Республики 2 июня 1978 года министром культуры Васильевым был издан приказ о централизации музыкального фонда республики. В соответствии с этим приказом на библиотеку была возложена проведение централизации разрозненных музыкальных фондов и создание единого фонда, ответственный за хранение, сохранность и наведение порядка в использовании музыкального наследия. И с 1978 года началась целенаправленная работа по созданию фонда рукописных нот в отделе искусств библиотеки. С этого же года начали поступать рукописи музыкальных произведений из музыкальных фондов Министерства культуры ЯССР и Комитета по телевидению и радиовещанию при Совете министров ЯССР. Всего с 1978 по 1999 годы зарегистрировано в инвентарной книге библиотеки 1403 наименования. В 2003 году для активизации и повышения уровня работы по сбору, хранению, изучению редких и ценных документов в Якутии в структуре Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия был создан научно-исследовательский центр книжных памятников, где собраны редкие документы, собрание ценных коллекций рукописей и книг. В
В настоящее время фонд НИЦ-КП насчитывает более 58 тысяч единиц хранения. Из них коллекция рукописные ноты якутских композиторов составляет 1516 единиц хранения. В этом фонде хранятся и некоторые рукописные ноты талантливого мелодиста, композитора, уроженца Нанского улуса Захара Порфирьевича Винокурова. Захар Порфирьевич окончил Якутское педагогическое училище и после окончания был направлен в село Хатырых Нанского улуса, где работал учителем истории. В 1943 году был избран вторым секретарем Нанского районного комитета комсомола. В это время организовал оркестр при средней школе, также по своей инициативе вел кружки хора и танца в сельском клубе, сам же аккомпанировал на баяне. В 1944 году Захара Порфирьевича приняли в Сахатеатр артистом оркестра. В том же году он поступил в Московскую государственную консерваторию на дирижерско-хоровое отделение башкирской студии. В 1947 году по состоянию здоровья он вернулся на родину. Работал заведующим музыкальной части Сахатеатра, затем преподавал музыку и пение в Якутском педагогическом училище. Является автором таких известных песен, как «Наверху», «Лена», «Юбилейная», «Песня о дружбе», «Долгунча», «Приветственная» и другие. Захар Порфирьевич также является автором многих детских песен на слова якутских поэтов. В фонде библиотеки хранится рукописная нота под названием «18 детских песен на якутском языке» Винокуровой и Кулешова, состоящая из 21 страницы. Эти песни Захар Порфирьевич написал во время работы преподавателем музыкального отделения в педагогическом училище. Тогда Семен Семенович Сюльский, министр просвещения ЯССР, который сыграл большую роль в становлении его как музыканта, предложил написать якутские песни для детей дошкольного возраста. Стихи для сборника собрала заведующая дошкольным отделом министра просвещения Корнилова. Были выбраны 18 песен 3 якутских поэтов: Архипа Георгиевича Богинского, Ильи Дорофеевича Винокурова-Чарухана и Серафима Романовича Кулачкова-Эллея. Нота состоит из 2 разделов. Первый раздел состоит из 8 песен для дошкольников. Это 4 песни слова Богинского: Бухурдук Сунагон, Курсунук Даелан, Харинан Уамилбун, Саскы Иры, и 4 песни слова Чарухана: Чапускалар, Серие, Тисавка, Лумба. И второй раздел включает 10 песен для школьников, 5 песен слова Чарухана: Лагерь Ирыта, Отуледе, Пионер Ирыта, Хамур Ирыта, Оскола Отун Ирыта, и 5 песен слова Эллея: Чича Хуятын Алчатман, Эдер Пионердер Ирылара, Оскола Валорун Ирылара, Физкультурниктер Ирылара, Эдер Чат Ирыта. Так появились 18 детских песен на слова якутских поэтов, которые прочно вошли в репертуар детских садов и школ республики. Также есть рукописные ноты, которые вошли в первый сборник песен Захара Порфирьевича «Джол Бюрю Иргалара», изданный в 1955 году. Это песня о партии для двухголосного хора на слова Новикова, Кундыкура, Стырова, песня мира, партитура для солиста хора и оркестра на слова Зорна Маллана, «Здравствуй, Москва» для солиста из двухголосного хора на слова Бакова, «Бурдук» для баса, музыка Винокурова, Кулешова на слова Тузаснова, «Играй на хамусе» на слова Вешникова, Балхабрыз, «Табунщик конного скота», музыка Винокурова и Кулешова на слова Макарова, Джончанина. Другу студенту для вокального дуэта женского хора мелодии Винокурова в обработке Григоряна на слова Леонида Бакова. Охотник. Мелодия Винокурова, обработка Берестова на слова Третьякова. Также рыбаки. Мелодия Винокурова, обработка Камракова на слова Гоголева. Долгунча. Партитура на слова Новикова, Кундыкура. Лагерная песня, мелодия Винокурова, обработка Белялова на слова Винокурова, Чарухана. Песня школьника, мелодия Винокурова, обработка Вишкарева, слова Винокурова, Чарухана. Также в фонде есть ноты Захара Порфирьевича, которые вошли в песенник 1956 года издания «Поет якутская земля». Это ноты Агарда Ирыта, мелодия Винокурова, слова Данилова, Семена Данилова. Юбилей Ирыта на слова Хара, Каталы на слова Хара, музыка Винокурова и Кулешова для женского хора.
и «На берегу речки» на слова Артюкова, музыка Винокурова и Кулешова. Кроме этого, есть отдельные ноты на слова Сметанина, песня «Цеха», на слова Чабалбана, песня Косаря, на слова Хара, песня о новом пятилетнем плане. Таким образом, в коллекции рукописных нот якутских композиторов Национальной библиотеки хранятся 28 наименований нот Захара Порфирьевича. За столь короткую жизнь Захар Порфирьевич оставил значимый след музыкальной культуры республики. Свои произведения с большой любовью и нежностью воспевал красоту природы родной Якутии, а также посвятил жизнь пропаганде и развитию якутской музыки. Его песни часто передавались по радио, исполнялись и стали любимыми и популярными не только в профессиональной сфере, но и среди широкого круга населения. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, меня зовут Владимир Петрович Низигирский. Мы продолжаем нашу работу научно-практической конференции, где с утра мы говорим о Захаре Винокурове, пропагандисте культуры села, организаторе художественной самодеятельности в Насвеке районе. Мы знаем, что он является основателем оркестров народных инструментов в школах, в Доме культуры, он был руководителем хора и танца. Мы говорим о втором секретаре ВЛКСМ Намского района. Мы говорим о композиторе, песеннике Захаре Винокурове, о его божественном таланте, с яркой индивидуальностью, чье творчество живет веками наравне и призванное поющим языком обогатить и углубить нашу духовную жизнь. Даже сейчас, в век цифровых технологий, его песни продолжают влиять на дальнейшее развитие якутской песни и музыкального творчества народов Республики Саха-Якутия. Слово предоставляется Наговицыной Ефросинье Семеновне, сотруднику Государственного литературного музея имени Платона Алексеевича Юнского. Тема выступающей – песни Захара Винокурова на стихи якутских поэтов. Пожалуйста, Ефросинья Семеновна, мы слушаем вас. Добрый день, дорогие участники конференции. В первую очередь я хочу поблагодарить организаторов конференции и в первую очередь народного художника Зверева Анну Николаевну, которая меня нашла и втянула, сказать, и я соприкоснулась. Я не могу сказать, что я все узнала такой личности, такому человеку, на песнях, которых были воспитаны мы. Его песни пели наши родители, и мы выросли на его песнях. Это вообще как слезу, можно сказать, так только начала листать его вот этот сборник, аж слезу пробила. Как-то мы, когда поем, подпеваем, не задумываемся. Вот. Но доклад у меня есть, но я слайды до вчерашнего дня еще дополняла, переделывала, и я начну, скорее всего, с 1937 года. В том году, я так... Ой, тогда меня не слышно будет, да? 1937 год, и поскольку я работаю в литературном музее имени Платона Алексеевича Аюрского, все, что касается Платона Алексеевича, даже по крупицам мы собираем, и очень хорошо, что об этом в 1937 году оставили воспоминания и студенты педагогического техникума, и вот дамские школьники, тогда, в частности, ваш почетный гражданин Колмогоров Василий Егорович. В 1937 году вся республика отмечала 20-летний юбилей творческой деятельности Платона Алексеевича Аюнского, и тогда он дважды был гостем Намского улуса, и хорошо, что сохранились эти фотографии. Я сперва предполагала, что там обязательно должен был быть Захар Винокуров, выпускник неполной средней школы, и действительно
действительно, вот из газетной вырезки там он есть. И было еще предположение, что там должна быть Колпашникова Дарья Петровна. И сегодня вот Александр Георгиевич, Светлана Георгиевна, они показали, где стоит их бабушка. Это для тех, кто углубленно изучает биографию Захара Порфирьевича. Второй раз на ЛСФ он был, и 2 раза учащиеся школы выступали перед Платоном Алексеевичем Аюнским. Мне Светлана Георгиевна отправила 3 воспоминания о бабушке и дедушке, и там было просто указано, что она выступала даже перед Аюнским. И это документально подтверждается, и думаю, что вот эти страницы для Намского улуса очень существенны, да? Так, в школе тогда работали, посмотрите, вот кто там работал. Из них Туласина, на стихи Туласинова Захар Винокуров тоже сочинил песню, кто работал и какие аланхасуты были. Это все тоже вот касается личности, я считаю, Захара Винокурова. Там следующее это аланхасуты, поскольку они слушали их, они восторгались ими, и школьники. И тут я хочу сказать, что в 1929 году вышли тезисы Платона Алексеевича Аюнского, когда по всему Советскому Союзу было движение по не возрождение, а вообще по развитию национальной культуры. И тезисы Платона Алексеевича Аюнского конкретно с этим связаны. И он тогда указал, что в каждой школе, в каждом культурном учреждении вообще должны быть музыкальные инструменты все, и должны школьники учиться и петь, и играть, танцевать, декламировать. И, в общем, все это связано с именем Платона Алексеевича Аюнского. И хорошо, что вот учащиеся 30-х годов, вот именно, у меня даже отец вспоминал, что в школе инструменты музыкальные все были. И вот такое время, и вот такое очень хорошее исполнение вот этих указаний в школах, конечно, сыграло большое это. Мне понравилось, что на конференции сразу уточнение, обратно проходили. Я вот только предполагала, что там Дарья Петровна должна быть, а теперь уже есть. И вот тоже вот в моем докладе, на моих презентациях это уточнение для меня очень существенное. И дальше. И Анастасия Иннокентьевна писала: «Ушел из жизни удивительный человек, любящий муж и отец, добрый, искренний, веселый мечтатель и большой фантазер, который верил в добро и справедливость, не желал поступаться принципами, мог быть взрывным, умел дружить, не выносил подхалимства, мог прямо, глядя в глаза, сказать под лицу всю правду о нем, приходил на помощь друзьям и поддерживал родных». Действительно, вот изучая жизнь Захара Порфирьевича, конкретно понимает, что он любил жизнь и умел дружить. Вот на этой фотографии, я, правда, его не нашла, но это 1940 год, это педтехникум, Семен Семенович Сюльский с ударниками учебы, и вполне возможно здесь Захар может быть. Дальше, это для поисковой коп. Так, а 2 июня 1941 года я хочу показать вам фотографии из архива очень известного фотожурналиста, участника Великой Отечественной войны, Канаева Иннокентий Петрович. Правильно я сказала, да? Ага. Вот это, когда я готовила материалы, собирала фотографии, воспоминания о выпускниках 1941 года, мне поделились этими фотографиями. Посмотрите, пожалуйста. Он тогда уже фотографировал, и очень хороший у него архив. Дальше.
Ага, это вот видите, 2 июня 41 года выпускники получили дипломы и, ну, как сказать, на майорку или на пикник, в общем, они были на природе. Это вот Канаев сам. Дальше. Вот смотрите, вот они такие красивые, такие молодые, счастливые. И наоборот, фотографии, все имена написаны, и, конечно, там имя Захара есть. Дальше. Вот они. Это 2 июня 41 год. Еще есть. Вот видите, вот русскую, как пляску от Нина, по воспоминаниям, он танцевал, и по танцам тоже, даже в статьях школьников тех времен прям более писали. В нашем классе столько учащихся, этот играет на таких инструментах, а этот освоил столько танцев. Вот такое время это было. Дальше. 37-й год, опять-таки с юбилеем связанное, и в каждом таком учебном заведении были литературные кружки. Так, дальше. Вот в это время Сбал Хабрыз учился, правда, на той фотографии он как-то отсутствовал. Вот это окружение, это друзья, это вот единомышленники, можно сказать, Захара по техникуму. Ну вот и здесь тоже Амматчик я преподавал. Это чтобы я показать для того, чтобы как-то полнее осветить его биографию. Дальше. Вот литературный кружок, посмотрите, там Семен Данилов, Леонид Попов, это его тоже на их стихи он сочинил музыку. Дальше. Вот Семен Данилов и Леонид Попов. Дальше. И 55-й год. Ну, эту песню и историю создания этой песни вы все знаете. Анастасия Лыткина, как она исполняла, стала лауреатом. Дальше. Еще был 21 июня 41 года. Это опять-таки студенты петь училища и ускоренных курсов петь института, а тут уже Сафрона Данилова мы видим. Это его окружение, тут же ваш Василий Егорович Колмогоров. В одно время к юбилею я изучала из этих жизнь и деятельность. Вот. Дальше в это время, по воспоминаниям Колмогорова, в 40-м или 41-м они в театре были такие театралы. Анна Ивановна спела «Догором дорочи», как правда там автора другого назвали, и студенты по совещанию сходили и доказывали, что эти стихи написал их однокурсник Сафрон Данилов. Вот эта песня, да, ее даже в окопах солдаты, наши солдаты пели, как, например, воин-писатель Тимофей Сметанин. Дальше. И эта же песня, по воспоминаниям Галина, господи, да, Кривошапка, вот они по радио услышали, это вот на параде Победы она звучала, это вот кто, знаете, наверное, очень ясно, четко. Вот дальше. А в 45-м году, кстати, вот Винокуровы были в Москве, и должно быть, они услышали эту песню, и опять-таки, парады. Так, это вот, опять-таки, чтобы раскрыть 41 год, так, это Колмогорова воспоминания. Так, Сафрон-то больше как писатель известен, но вот его песня тоже вот. И тогда, может быть, зародилось желание в Захаре Порфирьевиче сочинять, музыку на стихи своих друзей. Я к тому говорю, что сейчас посмотрим, где всех они все выпускники педучилища, тогда техникум назывался. Техникума, да, Блигенколледжа. Время наше заканчивается. Так, быстренько перевернем
их я не буду рассказывать. Дальше пошли. Фотографии показываете? Ага, дальше. Ага. Это вот где наш музей стоит, оттуда все на фронт уходили. Это там, оттуда военкомат был, республиканский. Дальше, это вот на этом пароходе в 1941 году на фронт первые отправились. Дальше, вот Накан Хара в 1944 году написал стихи «Каталог». Вот эту песню очень, эта песня мы в детстве любили, сейчас совсем не поют. Видите как? Она очень даже актуальная даже сейчас. Вот. Дальше. Вот все эти вот знакомые были, кто постарше, кто вместе учился, это друзья по техникуму. Дальше. Ага. Ага. Так. Вот это 42-й год, Чарлхана песня, да? С этой песней вот связанные тоже судьбы. Ага, и опять-таки вот Александра Георгиевича отец и тот же вот участники, оказывается, чуть постарше их под Сталинград, которые, вот это авторы стихов, да, чуть постарше под Сталинград, остальных 19-ю знаменитую и, в общем, на Ильне. Дальше, вот эти тоже, ну, они уже постарше были, это как бы и преподаватели, и уже они члены Союза были, и Сорун, и Сергей Барагонский, это все, так, Чавалган, Пенюгу Растыров, это уже известнее. Так. Вот удивительный такой случай произошел в 1952 году, и воспоминания оставил Барашков Иван Иванович. Для меня это открытие, и об этом рассказал Семен Тумат, народный писатель. Вот встретились, и как раз Джон Джанлы переводил Евгения Онегина, правильно, ага, и арию Ленского. И у него в такт музыки не попадало. Вот его хорошее такое. Знаете, и посовещались, и еще они на завтрашний день пошли к Захару Винокурову, а там Чахалхан сидел. И, в общем, это тоже, в общем, так, эту арию, чтобы она и в музыке, как у Чайковского звучала, перевели. А дальше уже вот Артамонов, это он уже больше мобилизовался, видите как, он поддерживал молодых авторов. Дальше, вот это все молодые, и воспоминания оставили о Захаре только Леонид Попов и Сава Тарасов. Удивительные, хорошие воспоминания, и с Грантом это роман можно писать как бы. Так дальше. И я очень счастлива, что знала его зятя. Мы только начали переписываться, и он скончался. Но опять-таки вот так получилось, что и семью знаю, и с другим зятем мы тоже как бы общались, дружили. И опять-таки еще огромное спасибо, что вот я участвую в этой конференции, и для себя я наметки сделала, где доработать, где еще поискать. Спасибо, Ефросинья Семеновна. Благодарим вас, Ефросинья Семеновна. Я хочу всех выступающих предупредить, что нам время дано от 7 до 10 минут выступления. За минуту я вас буду предупреждать такими щелчками. Понятно, да? Я хочу, чтобы вы закруглялись. Надо думать о том, что после вас еще другие есть выступающие. А сейчас я приглашается на сцену Нергустана Ивановна Слепцова, методист музейно-образовательного отдела Музея музыки и фольклора народов Якутии, отличник культуры. Нергустана Ивановна нам представит доклад «Творческое наследие композитора Захара Винокурова из архивных материалов Музея музыки и фольклора народов Якутии». Слушаем вас. Прежде чем начать свой доклад, я бы хотела сделать небольшое вступление. У меня, потому что материала очень мало, доклад будет короткий, поэтому, когда нам предложили тему, да, сказали участие в конференции, посвященной Захару Винокурову.
сразу же тут же фонды сказали, нет, у нас материала нету, совсем мало, это почти что ничто. Вспомнили тут же, что в прошлом году ездили на конференцию, посвященную столетию, и подарили, преподнесли QR-коды в исполнении Анастасии Лыткиной. Они, скорее всего, наверное, были установлены на памятнике, я думаю, обычно устанавливают на памятник. Но тут как-то мне это отозвалось, потому что у меня тоже корни намские, да? И я, как, видимо, патриот, у меня еще намского там сидит. И я говорю, ну давайте хоть что-то, надо как-то начать, говорю, хоть как-то, вот потом, может быть, еще поступят материалы. И с такой мотивацией я пошла начала готовиться к конференции. Попросила все, что есть, чтобы мне дали материалы, то, что есть. И оказалось, что есть только фотодокументы и нотные, рукописные ноты. Ну, конечно, самые ценные, я думаю, все-таки являются рукописные ноты. Эти рукописные ноты были переданы нам семьей Анастасии Лыткиной. Фотографии из семейного архива Алисы Петровны Решетниковой и Чиросова Михаила Андреевича, предположительно филолога, автора учебно-методического пособия «Современный русский язык. Синтаксис». Это отец Михаила Михайловича Чиросова. И ответственный редактор И.П. Проводыров учебников был. Так вот, Захар Порфирьевич Винокуров является выдающейся фигурой в истории музыкальной культуры Якутии. И прожив всего 35 лет, оставил после себя творческое наследие, которое оказало значительное влияние на развитие музыкального искусства в республике. Особенно ценны в архиве у нас ноты, доказывающие композиторское мастерство Захара Винокурова, и все это представляет интерес для исследователей музыкального искусства. И на прошлом заседании оргкомитета у нас меня тронула такая горячность Александра Георгиевича по поводу того, что как назвать композитора, или тут это еще не официально. И когда я готовила этот материал, я нашла такое, что Захар Прокопьевич, оказывается, в 1951 году, то есть ему было дано звание композитора уже в 1951 году. И сейчас я вот слышу, это бы подтвердить документально, тогда не надо бы никаких вот этих доказательств или что-то, уже у него есть звание композитора. Для этого, вот сейчас разговаривали, Владимир Петрович сказал, что видели, что он, оказывается, окончил, да, Московскую консерваторию имени Чайковского. Это Марк Ширков закончил. Нет, Захар Винокуров 3 года учился. А вот в документах, и, по-моему, Анна Николаевна тоже говорила, что в 1951 году было присвоено звание композитора. Вот это были доказательства. Не присвоено, а было такое представление. От депутата Совета. А оно не присвоили, да, до конца не доведено было? Ну, не до этого было. Ясно. Сейчас там об этом споры идут. Споры сейчас, да, идут на эту тему. Так. И не менее важным является вот то, что у нас на фотографии. Можно будет начать листать, да? Следующий, давайте быстрее. Фотографии говорят о чем? О контексте окружающей среды, которая повлияла на развитие личности Захара Винокурова. Например, вот там в первой фотографии был отец и дочь старшая, вот здесь вот жена его, и вот здесь вот фотографии Захара Винокурова и дочери, которые показывают, каким он любящим, нервным отцом был. Здесь мы видим Захар Порфирьевич вместе с Грантом Григоряном. Это говорит о чем? Это был он ему не просто это друг. Это не Грант Григорян. Это не Грант? Это Супруненко. Супруненко. Преподаватель педучилища, да. Очень хорошо. Я вот с кем-то поспорила, мне сказать, я говорю, не Гранта Григоряна, по-моему, не чувствуешь. Но в любом случае Супруненко тоже нужен был, да? Потому что Супруненко, он был не просто тоже друг, да?
он был мужем Анастасии Лыткиной. И вот он песню поэтому посвятил Гарде, он дружил с семьей Сихде, и он посвятил эту песню Анастасии Лыткиной. То есть не посвятил, написал для нее, чтобы она ее исполнила на молодежи, на 5-м Всемирном фестивале молодежи в Варшаве, да. И... У Гранта Григоряна он тоже учился. Да, вот про Гранта Григоряна. Это окружение по фотографии мы видим. У Супруненко он был прекрасным исполнителем на фортепиано, он совершенствовал свою игру. А у Гранта Григоряна он учился композиции. Основы композиции, я уже говорил. Да, вы говорили, ага, я повторюсь только. Вот это можно, судя по фотографиям, можно как контекст фотографии прочитать. И вот после окончания педучилища он приехал, работал в Католической Намской средней школе, организовал оркестр музыкальных инструментов, вот здесь вот на фотографии видно. И перейдем сейчас к нотам, то, что я говорила, по нотам можно определить его уровень композиторского мастерства. Да? Вот в прошлый раз Александр Георгиевич говорил, что у него ноты очень написаны на высоком уровне, да? Вы говорили, как арии пишутся. Вот, пожалуйста, вот по нотам можно будет это определить. Вот ноты песни Лены Берегер, да? И... С аккомпанементом, со всеми голосами оркестровыми. Вот, пожалуйста, можно вот по этим нотам доказать, да, что он был не просто, как говорят, композитор песни. А, пожалуйста, следующую. Здесь на фотографии видим вот как раз окружение, которое вот то же самое на программке сзади, да, состав группы, который участвовал в написании песни «Эхардеврита» для Анастасии Лыткиной. Вот здесь вот «Эхардеврита», ноты, вот здесь вот видно прямо, как написано сюда, да? Вот, пожалуйста, поле деятельности для исследователей музыки, кто может по нотам разобрать уровень. Спасибо. Все, у нас мало материала, но я думаю, он тоже стоит внимания материал. Можно спросить? На ней я давала 2 фотографии. Даренные Евграфу Крылову, художнику, Белокурова. 2 фотографии. Какие? Ну, я уже не помню, там супруга идет. В фонде, пожалуйста, посмотрите, мне архи передали. Здесь не было у нас, да? Все фотографии у нас здесь. Ну, там на обороте написано, что это Евграфу Михайлову Ильичу Крылову. Это его семья мне передавала, что я кому-нибудь нужно. Мы с вами поговорим хорошо. Я уточню насчет этих фотографий. Спасибо, дорогие друзья. У нас время поджимает, потому что мы сейчас выходим онлайн с Бурятии. Будьте любезны, можно подключиться? Есть, да? Мы ждем Ларису Николаевну Санжиеву, доцента, почетного деятеля Союза композиторов Российской Федерации. Заслуженный деятель искусств Бурятии. Называется тема «Нематериальное духовное наследие бурят на современном этапе». Лариса Николаевна, вас приветствует город Якутск, где проходит научно-практическая конференция. Нам очень приятно встретиться с вами через телеэфир, дорогая наша Лариса Николаевна. И ваша тема называется «Нематериальное духовное наследие бурят на современном этапе». Мы слушаем вас. Конечно, мне как композитору очень приятно прослушать его творческий путь, его работы. И будем знакомить, конечно, наших студентов тоже с творчеством вашего величайшего руководителя. А тема моего доклада связана с тем, что очень активно в последнее время обращается, вот хочу включить, поделиться и вам, очень не знаю,
Вам видно, значит? Пока мы ничего не, мы видим только ваше лицо. Вы хотите презентацию показать, да? Да. Ага, Я вот мы подождем, ничего страшного. Нет у вас? Нету, пока ничего не видим. Ой, бурятские героические лекции бурятского народа представлены следующими лицами. Офицер Могучий, Аламжин Нурген, молодой, и его сестрица Агургу, и Шалман Марков. Это самые известные героические лекции. Бурятские легеры в состоянии всего человечества. У легерах описывается невидимая жизнь темплиев, небожителей. Звезды образуют особую часть верхнего мира, где собираются на совет высшие существа небожителей. А про матерь всех темплиев бабушка Манзана Брунья, глава всего неба. Миф о Манзан бабушке дошел до русского времени, несмотря на длительное господство отцовского рода Угря. Ученый Алексей Иванов отмечал, на смену материнскому шаманству пришло отцовское, более усложненное, хотя и несущее в себе многие остатки прежнего более простого шаманства при матери, раннем роде. Манзан Бургай следит за порядком на земле и на небе. Она мудрая богиня Кхай и Будхи. Сын бабушки Манзан Бургай, верховный владыка, великий отец отцов Эсэта Малан. Эсэта Малан соответствует шаманскому вековому Ухэмон Хэтунри, что означает «песня синее небо», пространство неба. По мнению Сыроведа Дарины Бучины, солнце и луна были его глазами, правый глаз подобен яркому солнцу, левый глаз подобен дивной полной луне. В переводе Владимира Соловухина на русском языке Эсэта Малан властелин, сидящий на верхушке 9 высоких небес, творящий историю 7 глубоких земель. Из текста ясно, что Солнце и Луна не главное представление, только составные части неба. Само небо разумно, разум сидит на верхушке 9 небес. В улегелах мы видим путь космического разума, где него есть Солнце и Луна. Вот связь с верхним миром является человеческое сознание. Человек придумывает цену для облегчения этой связи в разных ситуациях и вариантах. Поэтому стихом небесным могут вершины гор, вулканы, облаки, группы из камней, столбы, стеллы, огонь, животные и так далее. Погребают во время река, надгробные камни, столбы. Как современные композиторы обращаются к тем или иным легерам, эпосам, мифам. В композиторском творчестве варианте представлены сочинения. Полгода Миранов создал хоровую песню «Буренхан», где смешанного хора капеллы на слова Ингельсины Дармаевой. Песни Химо Юне на слова Ингельсины Дармаевой. Данные песни исполнялись различными певцами. У меня есть симпатическая миниатюра СРБ, была исполнена и поставлена японским балетмейстером Алексеем Ивановым, хореографическая композиция СРБ на сцене нашего театра. А также СРБ была исполнена сводным симфоническим оркестром эскадрильи Ампули России под управлением корейского дирижера Макачева. Также у меня есть концерт для южных фортепиано, подножия Советских гор, алтарная ударная пьеса для фортепиано, пьеса для ансамбля и фестиваля «Мужчин Балакуев». Если обратиться к нашим основоположникам, это Жужит Батуев, который написал балет «Эсэр», на либретто Максима Полтанова, балетмейстером выступила Алла Кутмаева. Балет исполнялся впервые в 1967 году, и вторая редакция была осуществлена в 1970 году под компанией «Сын земли», а балетмейстером стал Михаил Заславский. Либретто во второй редакции было значительно изменено от Эпоса, и в этой версии либретто произошло бурятской и монгольской версии Эпоса в первом действии.
Шевченко Батуев, конечно, ко многим обращался эпосом, в частности, к калмыцкому эпосу Джандар, и он написал тоже балет Джандар, и также и Иркутской сказки, да, по Москву Чумчуку был поставлен, и уже, наверное, лет 50, наверное, так, Анатолий Андреев, это наш композитор, он написал симфоническую поэму СССР в 1969 году, а также создал оперу «Переходит в ничего». Поставил режиссер-постановщик Сергей Бажанов в 1909 году. Ну, мною тоже был написан балетный сет, балетмейстер Михаил Овчаров. Пока только был предпоказ, еще на сцене кого не было, но были уже очень многие исполнены, и вот я хотела из отрывок выдать из симфонической поэмы «Рождение Мессера», дирижер Валерий Волжинецкий, прозвучал впервые на третьем фестивале композиторского творчества английских премьеров в 2022 году. Вот сейчас я чуть момент, если будет слышно. Вам слышно? Помедленнее, пожалуйста. Мы вас слышим, а вот изображение ничего не видим. А музыку не слышно, да? Музыки нету никакой. Чуть помедленнее надо. Тогда, значит, еще вот какие сочинения вот, среди... У меня есть также песни про переделикованную сторону заката, слова Валерия Бухарова, для оркестра ГУИ, посвящена сыроведу Михаилу Ковнову, дирижер Валерий Галшанов, а исполнял заслуженный артист Республики Бурятия, солист Новосибирского академического театра Константин Курилов. Эпос представлен музыкальный жанр различных композиторов Бурятии. Это балет сочинений Батуев, я, опера Анатолий Андреев, симфоническая поэма «Две», поэма СССР у Анатолия Андреева, у меня представлена симфоническая миниатюра гравюра Г.Р. Бардакова и Виктора Усовича. Следующий эпос «Алам Жумерген» представлен в Бурятском государственном драматическом театре имени Сарая, был поставлен на сцене театра 5 лет назад. И также еще у нас Шумабатов, по эпосу Шумабатов была поставлена опера МТ была Бова. И эта опера была возобновлена и ставится сейчас в нашем репертуаре нашего театра. Ну, таким образом, что эпические, вообще эпосы, улигеры весьма востребованы в творчестве композиторов Бурятии и продолжают еще больше. Сейчас у нас в этом году была стратегическая сессия в ПЛСУЦ, и у нас хотят сделать международный фестиваль, посвященный Сириаде. Будут приглашены из Монголии, из Китая и из других регионов России, которые связаны. Уважаемая Лариса Николаевна, у вас осталось полторы минуты. Пожалуйста, можно сделать завершение. И говорю, что о том, что эпосы, бурятские эпосы очень востребованы в творчестве композиторов Бурятии на современном вопросе. Все, спасибо за внимание. Может, есть какие-то вопросы? Уважаемая Лариса Николаевна, был очень великолепный рассказ о бурятских песнях, которые переложены потом на основы классической музыки. Имя Жикжида Батуева очень известное и ценно для каждого якутянина. Это почти наш первый балет Чурумчуку, которым мы восторгаемся каждый раз и приходим на балет не только посмотреть артистов балета, но и послушать
неувядающую вечную музыку Жигжида Батурова. Спасибо вам большое. Мы продолжаем нашу конференцию, дорогие друзья. У нас конференция всероссийского уровня с международным расширением, поэтому вы должны все внимательно, все слушать. Так, готовится Федора Григорьевна, а сейчас приглашается к нам Мария Егоровна Тьяхнова, преподаватель теории музыки и хора Намской детской школы искусств номер Захара Винокурова. Тема называется «Формирование вокально-хоровых навыков на занятия по хору». Попутчество Захара Порфирьевича Винокурова. Прошу. Добрый день. Итак, хочется сказать насчет своей работы. Да? Начала я свое исследование и сократила в доклад именно что свою выпускную квалификационную работу. Вот это моя работа была, да, и исходя от этого у меня и входит мой доклад. Итак, хоровое пение – один из популярных и ведущих видов музыкального искусства. Интерес к жанру хорового пения среди населения способствует росту и развитию хоровой педагогики, играет значительную роль в воспитании подрастающего поколения. Актуальность темы исследования возрастает и в контексте республиканского проекта «Музыка для всех». Целью исследования является изучение особенностей и формирования вокально-хоровых навыков в младшем хоре и разработка методических рекомендаций по исполнению хоровых произведений Захара Винокурова. И задачами исследования стало изучение научной и музыкально-педагогической литературы и других источников по теме исследования и разработки методической рекомендации по исполнению хоровых произведений Захара Порфирьевича Винокурова. Творчество Захара Винокурова известного самодеятельного композитора-мелодиста стало объектом внимания деятелей культуры Республики Саха-Якутия Грата Арамовича Григоряна, Февронии Алексеевны Баишевой, Анатолия Николаевича Семенова и многих других. Да? Издано 3 сборника песен композитора, и имя композитора с 1962 года присвоено Намской детской школе искусств. Очень важно уже с раннего возраста вводить в хоровой репертуар произведения якутских композиторов, отражающие родную музыкальную культуру, написанные на родном языке. В связи с этим мной в предпрофессиональную и общеобразовающую программу хора включены песни многих якутских композиторов и мелодистов, в том числе и одного из первых якутских мелодистов Захара Винокурова. В рамках проекта «Музыка для всех», начиная с 2013 года, 2 года тогда, а сейчас уже в 4 года, в Намской школе искусств проводится конкурс вокального, хорового и ансамблевого исполнительства. Этот конкурс пропагандирует творчество знаменитого первого якутского мелодиста Захара Порфирьевича Винокурова, а также знакомит детей с творчеством других якутских композиторов и авторов, да, мелодистов. И для проведения этого конкурса был разработан проект проведения вокальных конкурсов «Важнейшие условия в популяризации песен известного самодеятельного композитора Якутии Захара Порфирьевича остановить? Самодеятельно уберите, пожалуйста. Потом не надо самодеятельно. Он не самодеятельный, а композитор. Итак. Далее. Развитие вокально-хоровых навыков на этапе учебного творческого процесса – это прослушивание, подбор репертуара, развитие вокально-хоровых навыков. Да? Ну и главные навыки – это певческая установка, дирижерский жест, дыхание, звукообразование, второй ансамбль. Мы это все знаем. Да? Далее. Неоценимое эмоциональное воздействие на юных исполнителей оказывает осознание особого единства, сплоченности, и что произведение, исполненное хором, звучит эмоциональнее, звонче, чем спетое одним человеком. Хоровое пение развивает и дает возможность приблизить ребенка к музыкальной культуре. Коллективная деятельность формирует у детей психологические, нравственные, эстетические средой для формирования лучших человеческих качеств. И к выводу прихожу. Введение в программу детского хора произведений якутских самодеятельных композиторов способствует
Формированию у детей основы знаний, умения и навыков в песенном творчестве якутских композиторов. Формирует у детей чувство интереса и уважения к якутской музыке, развивает желание слушать, исполнять якутскую музыку. Спасибо. Мать, спасибо. Мария Егоровна. Готовится Сардана Васильевна. А сейчас приглашается на сцену заместитель директора Намской детской школы Харина Егорова. Федора Григорьевна Корякина. У нее тема вдохновительница и муза песенной лирики Захара Винокурова. Пожалуйста, я прошу, без всяких реплик, пожалуйста. Человек выступает, волнуется, не надо перебивать человека. Спасибо, слушаем вас. Так, ну сегодня наше выступление будет посвящено супруге известного нашего Захара Винокуровича. И поднимите микрофон, пожалуйста. Захара Винокурова, музе и вдохновительнице его песенной лирики Анастасии Иннокентьевне Сивцевой, которая сыграла большую роль в его жизни и творчестве. Так, ну, цель нашей работы – это раскрытие ее образа, преданной жены, неординарной личности, талантливого педагога, учителя и просто красивой, мудрой женщины. Жизнь семьи Анастасии Сивцевой и Захара Винокурова служит убедительным примером высоких духовных ценностей, наполненной смыслом, заботой, уважением и любовью. Атмосфера, микроклимат их семьи способствовали развитию многогранного таланта музыканта, вдохновляли на создание незабываемых мелодий. Анастасия Иннокентьевна Сивцева, супруга Захара Винокурова, была верной спутницей его короткой, но яркой жизни, музой и вдохновительницей его вокального творчества. Захар Винокуров, известный композитор, мелодист, песенник, земляки его чтят его память. За свою жизнь он создал большое количество песен, покоривших сердца многих якутян. Захар Винокуров поднял жанр песни на новый уровень, расширил выразительные возможности вокальной музыки. Как пишет Федот Аркунов, член Союза композиторов СССР, заслуженный работник культуры ЕССР, Захар Кофеевич Айер билетин тüketiçalan ağıllense. Kini buraya soruyor, deri elbe hırına ayırma topluktava. Soruyor kemiger Gilgalyan'ı, Grand Gilgalyan'ı kompozisyaya öğrenen hıcara. Onun bayımını kini ayır biletin birimliyordun tümüge, onun kompozisyonu bağlağı техникарın köstüde дехтенse. Да. В песнях Захара Винокурова отражена целая история якутского народа, любовь к родине, родной природе, женщине, жизнь простого человека во всем ее многообразии. Многие песни пронизаны необыкновенным мелодизмом, присущим только ему. В песнях «Кыталыктар кагдалар», «Хопталар», «Лена берега» и других ярко выраженная индивидуальность, развитые мелодические линии. Одной из лирических песен Захара Винокурова можно назвать песню «Тары-тары мускуль» на слова Балха Брыс. В песне воспевается о летней страде, о красоте якутской природы. Юноша обращается к любимой девушке, признается ей в своих нежных чувствах. Образ девушки ассоциируется с белым серпом. Все его творчество проникнуто глубоким лиризмом, чувственностью, любовью к родной природе, любимой женщине. Вдохновительницей, музой всей его жизни, единственной любовью была его супруга Анастасия Сивцева. Эта уникальная, образованная, красивая женщина сыграла большую роль в жизни и творческом наследии Захара Винокурова. Анастасия Сивцева родилась в семье известного мастера Иннокентия Ивановича Сивцева Мтык и Прасковьи Исааковны Мугдальского наследия Батурского улуса. Отец ее, Иннокентий Иванович Мтык, был уникальной личностью самородком. Не имея специального образования, сам выучился у ссыльных читать, писать, рисовать на бересте, вырезать якутским ножом церкви, храмы. Было его увлечение еще с раннего детства. Будучи талантливым от природы, расписывал иконостасы, иконы, которые и по сей день хранятся в музеях республики. Писал портреты известных людей, Льва Толстого, Владимира Ленина, Карла Маркса и других. Он был разносторонней личностью, человеком передовых взглядов, умным, честным и с широкой душой. Так, сам не имея специального образования, отец Анастасии всем своим детям дал образование. Анастасия вспоминает, отец все время твердил, что мы стали хорошими людьми.
лет Анастасия поступила в Чурапчинскую 7-летнюю школу, где проучилась 2 года. В 25 году вступила в ряды пионерской организации, хорошо училась, принимая активное участие в жизни школы. В этот период формируются такие качества личности, как ответственность, честность, организаторские качества. Анастасия была общительной, имела много друзей. Среди них был Макаров Гаврил, ныне известный якутский поэт-лирик, талантливый переводчик, фронтовик Джон Джангалы. Макаров Гаврил Джон Джангалы с детства был безответно влюблен в Анастасию, которая была музой всей его жизни. Он посвятил ей много лирических стихов, как, например, написанный в 1944 году первый роман в стихах «Ульбанчик». Эйхекемис күннердех эдерсаң тоғыргар, санер керестир бирсетдех саға юрехдех көгер, рейбин күлеттерион эйхе күндүлүбүн. И также в 1955 году, при последней встрече, он посвятил такие слова: «Бигитам талбыт бүттеға, бүппетен кереhe уатын, кенегас келерде күннерге, эн кыскын мин олу таптатын». В 1926 году Анастасия поступает в 3 класс якутской опытно-показательной школы, которую заканчивает в 1931 году. В годы учебы Анастасия много читала разнообразной литературы. Эту любовь она переняла от своего отца, который перечитывал все книги, которые у него были. Как пишет сама Анастасия, отец читал книгу Серошевского «Якуты» с золотым тиснением с внутренней стороны переплета, какие-то книги по истории, книгу Брюса с предсказаниями. Так, читал произведения Льва Толстого. В 1933 году Анастасию послали учиться в Академию имени Крупской в Москву. Через год Анастасия перевелась на 2-й курс географического факультета Московского государственного педагогического института имени Богунова, который закончила в 1939 году. Анастасия очень любила отца и восхищалась им. Слова напутствия были путеводной звездой на протяжении всей его жизни, а его дела, личные качества примером для подражания. Являясь студенткой, Анастасия в течение 5 лет работала депутатом Фрунзенского района Совета депутатов, трудящихся города Москвы. Окончив институт, она проработала в Алданском районе, а вот судьбоносная встреча с Захаром Порфирьевичем Винокуровым состоялась в 1942 году, куда направили ее работать директором Намской детской школы. Так. В это время Захар Порфирьевич работал учителем географии, как уже было выше сказано, истории в Ходоревской школе 7-летки. Захар с первого взгляда влюбился в молоденькую, хрупкую, красивую девушку, которую часто видел на мероприятиях, собраниях, вечерах. Захар хорошо играл на разных музыкальных инструментах, пел, танцевал. И в 1944 году Анастасия поступает в аспирантуру географического факультета Московского государственного университета. В этом же году Захара направляет учиться в Московскую консерваторию имени Петра Чайковского. Так судьба вновь сводит их вместе, и в 1945 году они поженились. В 1946 году родился их первенец, дочка Зоя. Несмотря на бытовые трудности, сложное послевоенное время, Анастасия и Захар успешно учились. В 1947 году Анастасия закончила аспирантуру. В связи с болезнью мужа Захара семья переезжает в город Якутск. Здесь родилась их 2-я дочь Татьяна. Анастасия устраивается работать в Якутский педагогический институт старшим преподавателем. Анастасия Иннокентьевна Сивцева – первая женщина-географ, основатель высшего географического образования Якутии. Вот, в момент открытия университета Анастасия Сивцева – единственный профессиональный географ с вузовским и научным опытом работы в республике, развертывает широкомасштабную деятельность по открытию специальностей и соответствующей кафедры. Созданной ею кафедрой она руководила в первые, самые трудные 8 лет. Далее, в 1956 году открывается Якутский государственный университет, куда ее направляют заведовать кафедрой географии. В это время в Якутии появляется плеяда профессиональных географов, которые работают в образовании и науке. Как преподаватель кафедры географии специализируется в области методики преподавания. Ею написано множество учебно-методических пособий, статей. Анастасия Иннокентьевна проводит семинары, выпускает 3 издания учебного пособия по географии, редактирует переводы учебников, первый учебный атлас Якутии. В 1993 году выпускает словарь географических терминов на якутском языке.
Ученики Анастасии Иннокентьевны с благодарностью и любовью вспоминали своего учителя, педагога, преподавателя, методиста. Отмечали ее интересные, задержательные семинарские занятия и лекции. Многие из ее учеников продолжили дело своего педагога, занимаются научно-исследовательской педагогической деятельностью, а ее напутствия остались в памяти выпускников. Она говорила: если у детей нет к вам вопросов, значит вы преподаете плохо. Учите детей в природе, больше ходите с ними в походы, научите их видеть и слышать Родину. Анастасия всегда была в гуще общественной жизни. Пионер-вожатая, секретарь первичных комсомольских и партийных организаций, член райкомов, окружкома комсомола, народный депутат, народный заседатель, контролер. Это только самые важнейшие из общественной работы Анастасии Сивцевой, коммуниста с активной жизненной позицией. И Анастасия Иннокентьевна Сивцева была ярким представителем поколения того периода. Ее принципиальность, честность, работоспособность послужили примером воспитания для подрастающего поколения, для всех тех, с кем судьба сводила ее в жизни. Жизнь Анастасии была наполнена заботой об окружающих людях, была посвящена служению Родине, заботе о родных, близких, вере в будущее молодого поколения. Анастасия Иннокентьевна Сивцева – человек удивительной судьбы, муза двух ярких, талантливых личностей, достойных сынов якутского народа, поэта Джонди Мылы и композитора Захара Винокурова. Ее жизнь может быть примером для многих и многих поколений. И завершаем наше выступление. Стихи только, да? Хотели песню включить, но у нас не получается. Да? На слова Джонди Мулы, Захара Винокурова, песня «Кетеги». А вот же звучит. Погромче можно сделать? Спасибо. Спасибо. Спасибо, Мария Егоровна, спасибо, Елизавета Григорьевна, Галина Павловна за замечательную тему разговора вдохновительницы, музыка песенной великой Захара Винокурова. Мы очень о многом узнали. Подключение как у нас? Пока нет подключения. Когда готовится Саргалана Ивановна Абрамова, мы приглашаем на выступление Сардану Васильевну Алексееву, главная библиотекарь Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия, отличника культуры. Тема выступления – звукозапись якутских песен на мелодии Захара Винокурова. Захар Порфирьевич Винокуров. Самый большой фонд виниловых грамм-пластинок хранятся в Национальной библиотеке Республики Саха-Якутия. В фонде хранится примерно 6 тысяч грамм-пластинок советских, зарубежных и якутских исполнителей. Из них якутских составляет где-то 12%, это где-то 80 названий грамм-пластинок. И якутские грамм-пластинки у нас хранятся выпущенные с 1956 года, а так грамм-пластинки были выпущены, ну вот такие вот официальные, с 1947 года. Но вот 1947 года грамм-пластинок я не нашла, но 50-е годы у меня есть. Ну вот это вот про Анастасию кино, про книгу я не буду говорить. В 1956 году процесс подготовки к большим юбилейным мероприятиям, торжественное празднование 325-летия вхождения Якутии в состав российского государства, 35-летия Якутской АССР и к декаде
первой декаде Якутской АССР, в вечерах якутской литературы и искусства в Москве было выпущено несколько грамм-пластинок. На пластинках записаны песни в исполнении Льва Попова, Анны Егоровой, Надежды Шепелевой, Анастасии Лыткиной, Федора Лобанова, Христофора Максимова. Песни записывались под аккомпанемент инструментального ансамбля, руководителем которого был Вячеслав Валерьянович Мещерин. Ансамбль был основан в 1956 году. В течение многих лет он был музыкальным руководителем и дирижером этого уникального коллектива. Сочинял оригинальные аранжировки на популярные музыкальные темы, исполнял партии на различных электропианино и синтезаторах. Мещеринский ансамбль во многом был не только новаторским в своем излюбленном жанре легкой музыки, но и, можно сказать, пионерским, первопроходческим в отношении всей зарождающейся электронной музыки. Их называли электромузыкальным ансамблем. И вот этот ансамбль Габиги, Эльбягры, Табатулутро, Ленбет Кыргызстан, ансамбль Тугнаньяхак Белгинердим. В этом 1956 году были записаны песни Захара Порфирьевича в исполнении Надежды Шепелевой «Юбилей Рэта» на слова Кузьмина Макара Ивановича Макара Хара, в исполнении Льва Попова «Саскыра» на слова Архипа Георгиевича Богинского, в исполнении Анастасии Лыткиной «Про Кузьму» на слова Новикова Владимира Михайловича Кундюку-Рыстырова. В 1968 году Министерство образования Якутской АССР организовал выпуск фонохрестоматии для уроков литературы по произведениям якутских писателей. Фонохрестоматии было предназначено для учащихся с 1 класса по 8 класс. Об этом в своей статье подробно отмечает Геннадий Павлович Любимов. Любимов он записывал очень многих наших исполнителей. И он пишет: летом 1968 года я был командирован в Якутск фирмой «Мелодия» для записи фонохрестоматии для школ Якутской АССР. Запись производилась в студии Дома радио, записывались голоса поэтов и писателей республики, а также чтецов и артистов театров. В тот год записали солистов Якутского музыкального театра Марину Попову, Нигину Лейно, Прокопия Дедрихинского, Матвея Лобанова и других. У меня дополнила, только была такой там халбатер, не сохранила Валаха. И фонохрестоматия Захар Порфирьевич 5 и 7 класстарда, кене аямнилара гибиттерерлара, он комичек это халанка емблины теркем бухавице. И в 1968 году вышла грамм-пластинка Нюргуннар «Подснежники» в серии «Искусство народов СССР». Олонно вошли песни Надежды Шепелевой «Юбилей Рэта» на слова Макара Хара, Анастасии Лыткиной «Агаттерета» на слова Семена Данилова. Также в этом 1968 году вышла грамм-пластинка, он в исполнении Марфы Васильевой, вышла песня «Хоптолор» на слова Леонида Попова. И Аи Яковлевой в исполнении Лены Мерегер на слова Николая Сергеева. В грамм-пластинке песен Льва Попова и Анастасии Лыткиной, эти бье-пластинка и Киры в исполнении Анастасии Лыткиной вошла песня юбилейная на слова Леонида Попова, песня про Кузьму и приветственная. В грамм-пластинке песен Гины Лейно и Агаттерета на слова Семена Данилова. Будто что хамай грамм-пластинка, будто что все салтона рассылах олдут, только дюмин, он такой куртук да был хрестоматия агас класс, он на хастана эргеттере, улпуттера он на суячилар бутын бейттер бутын устуттера рассылах олдуна рассылаха. Также в 1971 году, в 50-летию Якутской АССР, под руководством Александра Аверьяновича Слепнева приезжали делегации из фирмы «Мелодия». Эти в 1968 году были, потом в 1971 году. Основной целью которой была запись солистов Якутского музыкального театра и Якутского радио и телевидения, известных мелодистов, народных певцов и голосов наших поэтов. По итогам поездки в Москве была выпущена... Это в 1971 году записали, а грамм-пластинка вышла в 1973 году. В грамм-пластинку вошли Ая Яковлев с песней Елены Велигер,
Балаксеттар на слова Ивана Гоголева и Агатерлета, исполнение Онегины Ильиной. В 1976 году вышла грампластинка «Якутские песни» Александра Самсонова, и там вошла песня «Балаксеттар» на слова Ивана Гоголева. В 1981 году вышла «Якутские хоровые песни» грампластинка, и там вошла песня «Долгунча» на слова Гюндыгу Растырова. У меня коротко так, и вот с 90-го года стали выпускаться аудиодиски. И вот в аудиодисках Онегины Егоровны и Марии Евсеевны Николаевой тоже вошли песни Захара Порфирьевича. И вот из моего доклада, да, это то, что у нас есть в фонде библиотеки, было записано 8 песен грампластинки. Почему грампластинка? Да, грампластинка не тут. Сейчас грампластинка – самая живая музыка в грампластинке. Там живая музыка и там живой голос исполнителя. Поэтому я очень ценю грампластинку. И сейчас они очень в хорошем состоянии. У меня, например, есть вот 50-го года была грампластинка, и она очень, звук хороший. Если он сохранен, то качество очень хорошее. Она не уступает этим дискам, этим, ну, другим вот этим. Современным. Да. Еще качество очень хорошее. Спасибо за внимание. Спасибо, Светлана Васильевна. Сейчас я прошу подготовиться Екатерине Васильевне Стрекаловской, а приглашается на сцену Саргалана Ивановна Абрамова, преподаватель теоретических дисциплин детской школы искусств села Хатас, город Якутск. Песенное творчество Захара Порфирьевича Винокурова. Прошу вас. Добрый день, участники конференции и гости. Так, тема моей работы – песенное творчество Захара Винокурова как основа формирования якутской массовой песни. Так. Захар Винокуров за свою короткую, но яркую жизнь внес огромный вклад в развитие якутской культуры и подарил большое количество мелодичных, ярких и запоминающих песен. При этом, вплоть до настоящего времени, песенное творчество Винокурова не было исследовано. Необходимо изучить его песни с профессиональной точки зрения и с музыкальным сравнительным анализом. Объектом исследования песен является песенное творчество якутских мелодистов. Предмет исследования являются песни Захара Винокурова. Целью исследования является изучение песенного творчества Захара Винокурова. Соответственно, необходимо изучить литературу, связанную с темой исследования, рассмотреть становление якутской массовой песни и песенное творчество Захара Винокурова как основа формирования якутской массовой песни. Так. И перед тем, как перейти к практической части, хочу немножко затронуть историю становления якутской массовой песни. Путь развития якутской музыкальной культуры в 20-50-е годы 20 века ознаменовался освоением практически всех музыкальных жанров, появлением ряда значительных произведений. Пройдя через большие испытания, распад государственной системы, революции, Великая Отечественная война глубоко затронули все аспекты жизни якутского народа, что отразилось и на развитии якутской песенности. В 20-е годы появляются новые черты поэтического и музыкального языка. Создатели обращаются и затрагивают образы революционных песен, полностью сохраняя музыкальную стилистику фольклорных жанров. В 30-40-е годы они приобретают новые качества, образуется новое интонационное содержание, которое отражает новую эпоху. Во второй половине 30-х годов зарождается советское музыкальное искусство в творчестве Марка Николаевича Жиркова. Оно становится переходным этапом от народной к профессиональной песне. На стыке музыкального стиля Дегерин и Рай и советской песни родилась якутская массовая песня, которая сформировалась за счет требований нового времени в творчестве мелодистов. Их песни прочно вошли в быт народа и популярны по настоящее время. Советская массовая песня была новым явлением в истории музыкальной культуры первой половины XX века.
Она имеет свои корни. Ее непосредственной предшественницей была революционная и народная песня, поэтому в них ощутима тесная связь с жизнью народа, с его мыслями и чувствами. Песенное творчество Захара Винокурова определяет многие тенденции развития якутской песенности 50-х, 30-х годов. В мелодиях песен, отражающих современность и лирические сюжеты, ощущается порыв, движение энергии. В своих песнях Захар Порфирьевич вводит новые современные средства музыкальной выразительности. В мелодии это большие скачки на интервалы шире октавы, секвентные движения. Лад песен опирается на мажоро-минорную систему. В метроритме свободный переменный размер, трехдольный метр, пунктирный ритм, триоли. И также расширяет жанровые границы, вводит жанр вальса и марша. Так. В первую очередь рождались песни, которые несли в себе идеи борьбы и социалистического строительства. Они были полны жизнеутверждения, воспевали свободный и радостный труд, выражали уверенность в непобедимости советского народа. Таковой является песня «Ленин Рета», песня о Ленине, стихи Пинки Курыстырова. В этом тождественном песне-гимне повествуется о том, что на берег реки Лены Ленин принес весну, торжество и процветание на все времена, подарил свободу и веру, праздник грядущих побед. Форма сочинения куплетная, тональность ре-мажор, лад миксолидийский с пониженной седьмой ступенью. В мелодии характерна плагальная направленность, переменный размер 4 четверти, 3 четверти. Да? Также введение пунктира в ритмический рисунок и ровная пульсация в характере марша сообщает песне черты волевой собранности. Революционная тема подчеркнута выразительными напевами, пунктирными ритмами, бодрым оптимистичным характером. К песне нового периода формирования якутской массовой песни можно также отнести опус «Здорово, Москва», «Здравствуй, Москва» на слова Леонида Попова, празднично приподнятого характера. Форма песни куплетная из двух периодов, тональность соль-мажор. Лад первого периода написан в натуральном мажоре, а второй период с низкой седьмой ступенью миксолидийский. Песня представляет собой типичные примеры патриотичных песен. В ней наблюдается маршевый ритм, восходящие ходы на большую сексту и чистую кварту. Размер переменный – это 4 четверти, 5 четвертей. Также в первом периоде песни в некоторых тактах встречается пунктирный ритм. Песня выделяется светло-мажорным тоном и ярким мелодизмом. Тут нет презентации. Песня «Толор». В творчестве Винокурова занимает лирико-патриотические песни. Следует отметить, что в лирических песнях наиболее ярко проявляются черты музыкального стиля Захара Винокурова. Наблюдается возвращение многих признаков, характерных революционным песням и напевов мелодизма народных напевов. В этих песнях образуется новый интонационный сплав, отражающий многообразие жизненного содержания новой эпохи. Песня «Хопталар» «Чайки» на стихи Леонида Попова повествует о северном крае, выражает любовь к родине, ярко и красочно описывает родные края. Форма песни период, тональность си минор, лад в первом предложении натуральный минор, второе предложение в параллельном ре миноре. Мелодия в первом предложении изложена по минорному трезвучию, затем постепенно развивается вверх. Восходящее движение как бы передает образ стремления к далекой родине. Во втором предложении, как и в первом, мелодия движется вверх, достигая кульминации на ноте ре на словах «Минсанам сюререн». Затем постепенно спускается вниз, и слова «Второй-бит» Мелодия обратно возвращается в тонике. Диапазон в целом охватывает интервал децима, что не характерно народным песням. Во втором предложении наблюдается триольная длительность, размер четырехдольный. Я зачитаю только некоторые примеры. Песня Аделина Стерхов, «Доктор Пердалара», стих Леонида Попова, описана и воспета красота долины реки Лены, где обычно спускались стихи, символизирующие счастье и благополучие. Формы песни куплетные, тональность ре минор, лад фригийский с пониженной седьмой ступенью. Мелодия развивается распевно и плавно в секвентном движении вниз. В припеве наблюдается большой скачок на интервал чистую октаву, и затем происходит постепенное движение вниз. Размер 3/8, трехдольный метр. Песня «Каталог» «Стер» является еще одним показательным примером лирических песней Захара Винокурова.
В ней говорится, что белоснежный стерх прилетел с дальних краев через небесный океан, птица закурлыкала редким голосом, засверкала крыльями и вознеслась ввысь. Я сразу сюда приду. Песня «Агадер» — это приветственная на стихи Семена Данилова, получила распространение за пределами республики. Стихотворение Данилова продолжает тему радостной, счастливой, мирной послевоенной жизни. В нем говорится о подъеме духовных и физических сил народа, направленных на мирное строительство. Сначала песня как бы начинается с простой темы, присущей якутским народным песням, и развивается в интервале терции. Но каждая музыкальная фраза заканчивается на доминанте, на слова «Сламаджут Джантутан». Мелодия резко развивается вверх и затем резко оттолкнувшись от тоника происходит скачок на большую сексту. Здесь достигается кульминация самой высокой ноты фа диез второй октавы, затем плавно спускается вниз в виде секвентного движения. Тональность ля мажор, лад натуральный, форма куплетная, размер песни сначала переменный, размер песни переменный. Так. Перейду к выводу. Творчество Захара Винокурова было большим шагом вперед в развитии песенного жанра нового типа. Из анализа можно прийти к выводу, что в песенном творчестве происходит становление якутской массовой песни. Утверждаются современные для того времени мелодии с ее постепенным развертыванием, завоеванием все более широкого диапазона, просторным распевами, ходами на сексту, октаву, дециму, с волнообразным развитием мелодии и строением. Устанавливается мажорно-минорная система, разнообразные метры, новые ритмы марша и вальса. При этом Захар Винокуров в своем песенном творчестве обращается к массовому зрителю, возрождая лирический жанр широко напевной мелодии. Таким образом, итоги исследования доказали, что в своем песенном творчестве Захар Винокуров обращается к массовому слушателю. Содержание и тематика песен мелодиста различны, но при этом имеют национальные истоки, находят претворение в песне новый жанр вальса и марша. Этим творчество Захара Порфирьевича Винокурова внесло большой вклад в развитие якутской песенной культуры. Спасибо, Светлана Ивановна. У кого есть вопросы? Светлана Ивановна, есть? Нет вопросов? Галина, у вас нет вопросов? Что-то вы обсуждали, я думаю, что-то задали. Спасибо, очень интересный ваш доклад. Сейчас готовится выступление Ивана Дмитриевича Наговицына, а сейчас приглашается к докладу Екатерина Васильевна Трикаловская, специалист администрации Антоновицкий наслед, представительница родственников Захара Винокурова. Тема называется «Родословная Захара Винокурова». Сегодня Виногу конференция государства. Бейбу Захар Винокуров Гидревит Братан, он на говор календаровит. Бу биге абававут, она тайбит болар. Захар Порфирьевич по тынчаточ бекке лахатон тутароник бинер искрехлагар себелехтин сигидревит. Себелехтин лас на швей ген байген алас хакырсылай. Бу эхебет мепилей Порфирий Васильевич Винокуров умрар. Он на эти искрехлактар жандаролар. Кинематна дальше. Tu Захар Винокуров была отут сыллаха. Ну времена начальник школаны. Он битерем баран кине намны вернәһендә. Балалайка, гитара, тантарина, гармонь курдук музыкальный инструментларын, тыстарын истебит онна көрбөт. Ага, нохойт таспытын кисалан бирге веренә табарыгар баранен улсат түккә кутуллар бу ылларга хиллер булады. Ол музыка хиллер истен турар эбит. Он истәре каскына ул жетахнан айныр барар келер эбит. Ул тиктикте дорганнары истен түннүгәннәр барны бары уннан турар эбит. Ол күнтәләрдә кине ыры истәр, күн айы керите. Ол жетнүктерин аннар турар эбит. Сотор кеминнән школаларга учитал, школаларын учитала. Константин Иванович Горохов музыкальный клуб трибидер, Ахар бистагыннан музыкальный инструментlarga оňurga öğrenmedi.
Тынчы досуш түрден төт түрден тахлаха Захар Москватали Кускай атна консерватория Диржорской хорвой факультетен студияны болар. Бу юрамдырданы дирижер болан тақсықтады. Этинне тек слайда бапты көстен ер. Так, тынчы досуш биенис бу Анастасия Никитьевна Насипсеваны түрден бесыллаха ғыл болалар. Оны этинне улахан кыстырынан зоялын болалар. Анастасия Никитьевна Олку онна элегас багай эте хаңас бу таһа кини буллана тыга бияга бапаны галланнар тугади кеһи болар келер онна тугади на семейде онна манар итлахар доктор турчакай ото көнө маннык булоханада маннык доктор ханада кемирәктә ки булдыгын бухар милер иннирейде онна агыннар тугади уркуну хойкуну кепсетелләр иде Богулана гран гергеян, да? Эсюлгенка, бу Анастасия Лыткина кергене ептерди. Анастасия Захар Богулана бу битге леги тербенимелери. Богулана Якутская финансовая колледж билек студенттары билге товарыстары балдар. Инне бир бөтүк товарды. Бу эмеджерттер биремелер, онна те рыгырьер тоон биремелерди. Инде балланы место тоар инде. Бу olur грангер. Бу грангер байтолар. Грангер геряны наха жөвлүр, наха сынар керете амаха онна тортиреде. Кини элбакка берип бу уштала болар дейди. Бу мекенжен олар. Тынчы тоосу шүрбекки ким хахар саха музыканы суритер чалхай страницалар ибыт саха сарырытын андыдыгы түргетер тахарбыт сахалардан бир бастатгы композиторынан болар кини саха байеттерин тылларыгар элбагыры аптара жалхай ологун саха музыкатын ырытын аярга таргатарга оны чаты беретиге анабыта Тынчы тоосу бес ыллах сайыныгар Варшавага Учаттар оны студенттар ан үйінтағы фестивалдар білімдені хағаланар, сақа сереттен ұрығыт Анастасия Лыткина делегатынан талалыбыт. Бұл фестивалганан композитор Захар Винокуров, поэт Семен Данилов әғырды ұрытын сұрыбыттар. Ұрыт авылдан сақа херин байыр бастың ұрыты болар. Өстілдігі Республика радиетін сасырдаңын берилер ұлдымыта. Бұл рекалланы ұрыққы кіржағыз ағам кіржағыстағы бар астыналар ағайты о хақар ұрыты кәлі ем болар еді. Инде барда слайда көстөр ите искерага инендер көдегелгетин Анастасия Никитьевна олар кытта Захаров не дальше көстөнер Бубуланда икиденче вахитта алахайда иблине мероприятия киренче потом диспют Бубуланда мен агам Та Винокуров Василий Порфирьевич, та кенетон оосаха садик мираспыта, онтон амкара оған хырыттан олади, на сылгыға уаммык кеге болар, кене болағада сылгыға боланнар курук сырғалағатына, негенен туқтулар өтөчөлөге кене онын аспыт учаручы блатанырар болуға, сери болутурар ырған кемер ағатын кыттар тағасты елілер, онна жамчыктылар елі. Жамчыктен ол ата біліңінен почта таргатыта. Лампаларга сыргалағатынан улус киниттен кырабевелектегі тыларға тағас продукты терделер ebit, очылыға таңас дачарас асты кемче. Оны ол дебеке тымнына ақсываққа әлбәқті ғаяннылар, оны бар еді тому қаты дем кепсиреде. Оны тоңан ыты-ыты ағыны әкіретерім. Кені сырғаттан түйерен кебеер ebit, онына чақам ербі, онына бейді атын сүйдер, оны кені сүйрен әкіретер ebit. Оны олла кәндеке әйдәдік бұны бірін ағам кепсиренен. Мейін тоңбатын ден сүйттер ебін, мейін тоғырен түйері сүйттер ден. Наға қомайыр едім, отты кәндекі латамна жайды әбітім дер тоңбатын ден. Бұл әдейбет Мария Порфирьевна, Захар Винокуров бігітірәбі балта, Мария Порфирьевна текергеннен Иван Петровичтен олар. Мария Порфирьевна саған туғарыттанар туға перштеске пунга сайтаққанан ләбіті, раз себер, андақай шүйеменеге састақ, әдейбет Ахан амин ес боланчы. Бұл Захар Винокуров
туатай икитинча вахиттага унатыди вахиттага бу вайын жетин тахагар обелистурубуттар кини юбилейный мероприятие тухтан помелно тагуна бу ханга хомурунюга саңантылан тахабыт хомурунюга бу музыка доктор так не барудуктан музейя онна бу бигинелик битуттан бу захар ырыларынан остон түспет ырылар остон хабат ырылар кен ыйлам тууда хатаңары неле усаран сынген сына ветераннара нагилдетибитсе бу не бар театр курулдан турар балар оттон республика театр бүтүннөр барата ырыттар бу Анисия Николаева Динагатер Ирнала Ваша республика Тухатсулата Иван Решетников, Мария Порфирьевна Кергена, Бейта Картинис, Леха Музыкала. Он был икитенча мудрын, эйдрал юбилейгар, то стелла, захамит корканалла стелла тут лунда, wakadal тарим кинериннан деп кутукунан тохта. Бу юбилейный мероприятиялардан Mana tenturan творчествен магарава. Сахи искусството культурата сайтитыр бейдерин кылааттар билер бит жомтон актабысынны бит олус надала бейдер агыны ардугүнен эхер ичаттардахпыт. Мана творчествен технин магаравын дебанна. Сахи искусството культурата сайтитыр бейдер тимди. Так. Буга Поманават летен турам беге улуспут бахылга бу туады. Улуспут бахылга юриники тешлипсу, она нехелепу бахылга Иван Дмитриевич Наговицын. Кыгуляннарынан бу юбилейный мероприятиялар, онна культура министерствотан улус культурата юханнарынан олалар. Ону бу бейнелек беге бу группта дегергенден аттартан лохамактабы титердебит. Бигидер братан ванна балтын оларына тартта. Оны суманна хегетен этеп магарам. Дахар мен курбатын бу ханга катаңары тутулу саңа клубка эңерелер болдар резолюция килерлер болдар ен баганабын деп. Спасибо. Спасибо клонам. Готовится Александра Николаевна. А мы приглашаем на сцену Ивана Дмитриевича Наговицына, главу муниципального образования Хатын-Арынский наслед, Намский улус. Пожалуйста, Иван Дмитриевич, вам 10 минут. 10 минут вполне достаточно для моего доклада, или как это можно выразиться, сообщение, что ли. Так, про Захара Порфирьевича можно говорить очень долго. Всю ночь проговорим, и еще останется много разных эпизодов из его жизни. Добрый день, уважаемые участники сегодняшней научно-практической конференции. Так, у меня доклад называется «О жизни и деятельности композитора Захара Порфирьевича Винокурова». Так, тяжелейшие годы суровых испытаний Великой Отечественной войны, не ошибусь, если скажу, решающие для судьбы нашего маленького народа времени нашлись люди, которые, словно былинные богатыри из детских сказок, ставшие на защиту и посвятившие свою жизнь для достижения наивысших целей, достойных лишь людям, которых историки и социологи называют выдающимися личностями, а теологи – просвещенными или пророками. Народ Саха по официальной статистике испил сполна горькую чашу, потеряв чуть ли наибольшее количество в процентном отношении населения из проживавших тогда в Союзе. Когда большинство было охвачено заботой о выживании в ужасающие годы голода и болезней, уносивших тысячи жизней, некоторые деятели культуры нашего народа, писатели и поэты, художники и композиторы, весь свой талант отдавали деятельности, основной целью которого заключалась в том, чтобы отобразить жизнь воюющего народа, передать величие его подвига, вызвать глубокие патриотические чувства, внушить надежду, так необходимую для страдающего лишениями и недостатками народа в жесточайших условиях нашего сурового края. В
том числе с гордостью хочу отметить, что таковыми людьми стали и выходцы нашего хатанарынского наследия. Илья Егорович Винокуров, выдающийся государственный и политический деятель Якутии, буквально спасший свой народ от голода, болезней и защитивший свет творческой интеллигенции. Илья Дорофеевич Винокуров-Чахалган, замечательный поэт, переводчик, который вдохновенно воспевал героический подвиг воинов советской армии и славный самоотверженный труд в тылу, чего стоит только одно произведение «Хайгар», ставшее символом доблести воинов-якутян. Нынче мы отвечаем 110-летие его рождения. Наряду с ними, несомненно, таким же столпом является и Захар Порфирьевич. Захар Порфирьевич – один из выдающихся талантливых композиторов Якутии, замечательный автор многих песен для детей на словах якутских авторов. Всю свою короткую жизнь посвятил пропаганде якутской музыки и обучению молодежи музыкальной грамоте. Внес огромный вклад в развитие именно профессиональной, академической музыкальной культуры нашего народа. В своих уникальных произведениях Захар Порфирьевич с большой любовью и нежностью воспевал красоту, природу родной Якутии. Его песни поражают простотой и глубиной раскрытия образа, поэтичностью и красотой мелодии. Поэтому они доходчивым слушателям находят отклик в любой аудитории. Также необходимо отметить, что в его произведениях воспевается будущее процветание народа Саха, которые поднимали моральный дух граждан, укрепляли у них уверенность в победе, развивали чувство национальной гордости и патриотизма. Всех троих Винокуровых объединяет не только феноменальный талант, любовь к народу и родному краю, география их рождения или одинаковая фамилия, но и непростая судьба, полный взлетов и падений, тернистый жизненный путь. Их троих окружали не только верные друзья, но и завистливые, писавшие кляузы недруги. Захар Порфирьевич, будучи даже очень честным и порядочным человеком, тоже неоднократно сталкивался с несправедливостью. Его обвиняли в плагиатстве, называли его работы формальными, недостойными, даже судились с ним по финансовым вопросам, обделяли по выплату гонораров, отстраняли от различных мероприятий надуманными причинами. Все это, конечно, не могло не отразиться на и так измученной тяжелым заболеванием здоровья композитора. Он скончался в возрасте всего 35 лет. Но время все расставило по своим местам. Все вот эти обвинения, все это было доказано, то, что действительно все эти сочинения, это его, они уникальны. И время показало, что его песни до сих пор востребованы народом. Его музыка востребована до сих пор, поют даже современники. Дальше. Несмотря ни на что, благодаря железной воле, преданности делу, он продолжал свой путь и оставил после себя более 50 произведений. Впервые вывел якутское музыкальное искусство на международный уровень в японском радио и фестивале в городе Варшава. С его участия в 1954 году танцевальный коллектив никому неизвестного колхоза имени Карла Маркса, нынче это Хатанарынский наследие, принял участие во Всероссийском смотре художественной самодеятельности в городе Москве и получил признание жюри и слушателей. Это также было первым выступлением коллектива художественной самодеятельности Якутии в московской сцене. Его произведения прочно вошли в репертуар театра, радио, кино, солистов, эстрады, многих артистов самодеятельности и просто народа. Мы, земляки Захара Порфирьевича Винокурова, сердечно благодарны всем организаторам и участникам сегодняшней конференции. Увековечивание его имени, изучение и распространение его творчества для подрастающего поколения – самое благородное дело для благодарных потомков. Сегодня именем Захара Порфирьевича названы улицы в Намском Улусе, детская музыкальная школа в селе Намсы. В родном Хатанарынском наследии в 2022 году в честь столетия со дня рождения композитора был построен сквер с памятником Захару Винокурову. Есть также в планах присвоение его имени Центру культуры село Апаны, построенному по национальному проекту «Культура» в 2021 году. Также считаем необходимым обязательное включение в образовательную программу обучения для средних школ изучения произведений Захара Винокурова. Предлагаем организовывать
ну, если даже не ежегодный, но хотя бы по юбилеям, республиканский конкурс песни по произведениям композитора среди профессионалов и любителей разных возрастов. Кстати, завтра у нас будет проведен тоже первый республиканский конкурс по произведениям Захара Порфирьевича. Также от имени земляков и родственников просим называть Захара Порфирьевича именно композитором. Не самодеятельным композитором, не тем более мелодистом, а композитором в полном смысле этого слова. Несмотря на недолгую жизнь, болезнь и трудности в жизни, он продолжал учиться, практиковаться и творить музыку самого высокого академического, классического уровня. Нам, современным людям, живущих в коммунальном рае, не познавшим голода и холода, трудно понять, в каких условиях работали эти люди. Мы, как благодарные потомки, тем более люди, которые поклоняемся его таланту, изучаем его жизнь и деятельность, должны учитывать обстоятельства и время, в котором жил и трудился этот человек. А также необходимо учитывать и тот неоценимый вклад, который внес Захар Винокуров, который, как уже высказались участники конференции, в становление профессионального музыкального искусства народа Саха и вывода его впервые на международный уровень. Если после сегодняшней конференции определимся с терминологией и начнем, не стесняясь, называть его гордым именем композитора, то это уже будет вклад в богатую историю и культуру нашего народа. Спасибо. Спасибо вам, спасибо, очень интересное выступление. Надежда Иннокентьевна Татаринова, а сейчас приглашается для доклада Александра Николаевна Прокопьева, научный сотрудник лаборатории археологии Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных народов Севера Сибирского отделения Российской академии наук. Тема называется «Якутский костяной варган по данным археологии и этнографии». Пожалуйста, Александра. Добрый день. И сегодня я хочу вам представить доклад по мотивам археологических раскопок, которые происходили еще в 70-е годы. Первый слайд, пожалуйста. В 70-е и 80-е годы Якутский государственный университет проводил систематическое изучение якутских поселений 14-18 века под руководством Анатолия Игнатьевича Гоголева. И благодаря этим исследованиям была открыта Кулантакская археологическая культура и было продолжено изучение якутских поселений. Кроме большого количества керамических изделий, на якутских поселениях было обнаружено множество костяных предметов. И среди массы костяных изделий встречаются предметы, назначение которых остается неясным в силу их фрагментированности или уникальности. И один из таких предметов привлекает особое внимание, и на гипотезе об его назначении построена данная работа. Вот. И перед нами, собственно, на слайде красным обведена эта костяная пластина. Она была найдена в поселении Орай. Поселение расположено в 3 километрах от села Битюнь Сангитского района. И это поселение скотоводов состояло из 5 жилищ, и по керамическому комплексу памятник был датирован 17-18 веком. И в заполнении жилища номер 2 был обнаружен обломок костяной пластины. Высота ее 5,5 см, ширина 2 см. И ниже 1 см в верхнем кромке пластина расщеплена на 3 части. Дальше. Внешний вид пластины и принцип расщепления ее аналогичен пластинчатым варганам народов Западной Сибири и арктической зоны Северо-Восточной Сибири, и особенно близок к Соликупскому пластинчатому варгану, который у нас перед глазами. Это материал как раз археологических раскопок синхронного времени 14-18 века. Дальше. Здесь у нас вот 2 вида представлены, да, видите, язычок имеет разную форму. И вот на этот особенно похож наши с вами пластины. И судя по сохранившемуся фрагменту, этот костяной варган, предположительно, во многом был схож с деревянным пластинчатым. Дальше. И вот один из таких варганов сохранился в коллекции Берлинского этнологического музея. Она вырезана из дерева, это продолговатая пластина, с вырезанным посередине язычком. К основанию язычка веревкой из конского волоса привязана палочка для защипывания. Следующий слайд. Его внешний вид соответствует приведенному в труде Миттендорфа. Так как нижняя часть изделия из поселения Урай отсутствует, остается открытым вопрос формы язычка. Он был ступенчатым или клиновидным, требует уточнения и материала изготовления. В протоколах раскопок и в музейных книгах написано просто кость,
резьба. Да? Судя по археологическим и этнографическим данным, костяные варганы народов Сибири могли быть изготовлены из ребер и кости домашних и диких животных, рога и бивня мамонта. О существовании пластинчатого варгана в якутской культуре долгое время было известно по фольклорным материалам и письменным источникам. И было высказано мнение, что в своем труде Мидендорф мог перепутать с сивенским варганом или застать последние годы бытования пластинчатого варгана якутов. Тем не менее, исследователи варгана согласны со взглядах на то, что в ранние времена якутов существовали такие разновидности варгана, как кулугун-хомус камышовый, мас-хомус деревянный и улов-хомус костяной. Дьяконов в типологии якутского варгана выделяет наиболее раннюю архаичную подгруппу, состоящую из пластинчатых, деревянных и костяных или роговых варганов. Если ко времени посещения Якутии Мидендорфом, Худяковым деревянные варганы еще встречались, то костяные уже тогда были известны лишь по устным сведениям. Видимо, ко времени становления музейного дела в Якутии деревянный тип варгана вышел из массового употребления, так как в музейных собраниях Якутии пластинчатые варганы практически не фиксируются. Единичные случаи бытования подобных варганов продолжалось в вилюйской группе улусов вплоть до начала 20 века. Известно, что знаток якутской музыкальной культуры, народный певец Зверев, застал в своем детстве деревянный пластинчатый хомус. В своих воспоминаниях он говорил, что подобные варганы женщины изготовляли для своих детей, чтобы отвлечь и успокоить их, и он сам, будучи ребенком, изготавливал такие игрушки из расщепленного дерева. Многие специалисты в области якутских музыкальных инструментов отмечали, что варган являлся преимущественно женским инструментом и был связан с традицией любовных признаний. Возможно, в пользу гендерной окраски варгана говорит единственный известный на данный момент факт обнаружения варгана именно в женском потреблении XVIII века. Кроме этого, использование варгана в женской шаманской практике зафиксировано у Худякова. Он записал легенду молодой шаманки Джерельер, у которой за шелковым кушаком на поясе были вогнуты 7 железных посеребренных варганов. В целом, варгановеды и музыковеды не раз отмечали связь варганной игры с женской сферой. Часть специалистов склонны видеть в игре на варгане способ обхода системы запретов по отношению к невесткам, в частности табу на произношение названий тотемных птиц и животных, имен отдельных представителей рода мужа. Специалисты сходятся во мнении, что металлический духовой варган стал популярен только в XIX веке. Это подтверждают и археологические материалы. Бытование до середины XIX века пластинчатого костяного или деревянного варгана со своеобразным звучанием объясняет тем, что в ранние времена варган носил личный, интимно-камерный характер звучания и использовался в культовых обрядах. А металлический звучный варган стал популярен благодаря изменению музыкальных традиций. Появились коллективные исполнения и исполнения при стечении народа. История металлического дугового варгана в контексте якутской культуры все еще является предметом обсуждения. Самый ранний металлический варган на территории Якутии был обнаружен на Алазийском остроге, и исследователь острога Антон Николаевич Алексеев видит в этом взаимовлияние культур и считает, что русское население острога переняло этот инструмент у якутов. Но и обратно здесь, конечно, может быть. Таким образом, вероятно, костяное изделие из поселения Ура является единственным известным на данный момент костяным якутским варганом. Его крайняя редкость может быть связана с его архаичностью, так как в XIX веке этот вид варгана перестал бытовать, а к концу века пластинчатый тип варгана в целом был большой редкостью. Не менее важным вопросом остается параллельное существование пластинчатых и дуговых типов варгана в якутской культуре. Было ли это связано с разделением на ритуальную и светскую сферу функционирования, гендерной окраской и с расселением отдельных родов и влиянием других культур? Спасибо. Как положено, Александра Николаевна, вовремя уложиться. Берите пример, товарищи, ровно начинать и за 5 секунд заканчивать свое выступление. Готовится Надежда Семеновна, а мы приглашаем на сцену Надежду Никитину и Октябрину Ивановну, преподавателей теории и хореографического отделения Намской детской школы искусств имени Захара Винокурова с темой «Роль творческого наследия и известного мелодиста-песенника Захара Винокурова. Воспитание детей». Правильно же? Спасибо. Добрый день, уважаемые участники конференции. Так, я коротко расскажу о биографии Захара Порфирьевича Винокурова. Захар Порфирьевич Винокуров родился в семье бедного добытчика Порфирия и Екатерины Винокуровых 12
11 марта 1922 года в Хатынарынском наследии. В начальную школу в Красной деревне Захар поступил в 1930 году и после ее окончания поехал в районный центр Намса в школу-семилетку. Именно тогда он впервые услышал и увидел музыкальные инструменты: балалайку, гитару, мандолину, баян и гармонь. Первые уроки на мандолине он брал у учителя Намской школы семилетки Константина Ивановича Горохова. После окончания школы в 1937 году Захар уехал в город Якутск и поступил в педагогическое училище, которое закончил в 1941 году. В 1944 году Захар Порфирьевич был направлен в Московскую консерваторию, где был зачислен студентом национального отделения и занимался по индивидуальной программе в классе фольклориста профессора Гиппиуса. А в 1946 году он был переведен на дирижерско-хоровое отделение. С 1962 года Намской музыкальной школе присвоено звание композитора Захара Порфирьевича Винокурова. На данный момент в школе работает 8 отделений по разным направлениям: хореографическое, теоретическое, народное, фортепианное, художественное, фольклорное, духовое и хоровое. Помимо обучающих воспитательных задач, школа пропагандирует ознакомление и увековечение ими мелодисты путем проведения различных ежегодных мероприятий: открытые, устные, зональные конкурсы, тематические вечера, выпуск пособий, уроки, лекции. С каждым годом количество учащихся, знакомых с творчеством композитора, увеличивается. Преподаватели нашей школы печатают, обновляют и распространяют сборники песен Захара Винокурова. Например, преподаватели теоретического отделения напечатали песни Захара Винокурова переизданного сборника «Джол Юрюгрылара». Ежегодно проводит открытый дистанционный вокальный конкурс ансамблевого исполнения «Детство. Звонкие песни» среди учащихся средних общеобразовательных школ ДШИ, ДМШ и дошкольного возраста на песни Захара Винокурова. Фортепианное отделение в 2022 году выпустило пьесу для фортепиано «Мотивы Энсели» к столетию Захара Винокурова. Данный сборник включает фортепианные пьесы для сольного ансамблевого исполнительства и предназначен для использования в курсе обучения младших школьников детских школ искусств. В издании предложены оригинальные авторские обработки песен известного якутского композитора. В условиях нехватки национального музыкального материала данный сборник вызовет несомненный интерес среди педагогов-пианистов республики. В этом сборнике включили иллюстрации учащихся художественного отделения. Хореографическое отделение проводит открытые республиканские улусные конкурсы по мотивам песен Захара Винокурова «Долина стерхов». Художественное отделение в 2023 году выпустило альбом-сборник рисунков на песни Захара Винокурова «Теревит дойдум керете». С 2007 года через каждые 5 лет проводит конкурс рисунков на песни Захара Винокурова. Выставка рисунков на песни является постоянной. Подбор репертуара Захара Порфирьевича Винокурова в соответствии с сюжетом якутской народной сказки «Тал-тал эмерсин». «Тал-тал эмерсин» — это мигибара оғырдақ біліктен билер истории. В 2023 году преподавателями хореографического отделения был поставлен проект по известной якутской народной сказке «Тал-тал эмерсин».
Постановка танцев в спектакле сделана на песне Захара Винокурова. Этот проект воспитывает доброту, уважение к старшему поколению, прививает детям любовь к жизни, природе. В постановке участвовали детский оркестр народных инструментов, преподаватели всех отделений. В главных ролях сыграли преподаватель хореографического отделения Октябрина Попова и ученик школы Петров Миша. Постановка открывается песней «Сказка РЭ» в исполнении детского хора. Сказки – один из основных видов устного творчества якутов. В них отражена повседневная жизнь и борьба народа, его отношение к действительности, нравственные и эстетические идеалы, горе, печаль и радости. Сказки складывались в течение столетий, и в своем развитии они изменялись в тесной связи с развитием всего уклада жизни. Сказки живут и в настоящее время как в устном исполнении, так в книгах, будучи записаны от народных сказочников или обработаны советскими писателями. Старуха Та-Та и ее внук пошли за водой на озеро. Внук бегает за птичками. Старушка, выговаривая внука, бежит за внуком, поскользнулась и примерзла ко льду. Встать не может, стала спрашивать, кто сильнее, чтобы освободить меня от льда. С такими словами обращалась ко льду, у солнца, облака, к ветру, горе, мышей, собак, у охотника, от огня. Сильнее всех оказалась матушка Земля, и старуха освободилась от льда. Под сопровождением детского народного оркестра на песне Захара Винокурова поставлено 16 танцев. Лена Бергер ден рытыгыр қарын күте, тұрғыда маған қарынан ойнауыд үнкі. Сасқы ұры толықтыр үнкі. Себеккелек түндік, мұз үнкүйде тұрғыда себеккелек түндік ұрыға. Қыз ұрыда күн үнкүйде тұрғыда, қыталықтар қырдалары ұрыға бұлықтар үнкі. Танец ветра тыл үнкүйде бар еді, сөдолғыншыр өтігір. Тас қая фольклорный ансамбльдағы болуынан тас қая үнкі тұрғыда, өсті мәнді құты ұяқтыр үнкүйлері, ұд үнкүйде, болчуд үнкүйде тұрғыда. Осылы мәнді парта 16 үнкі тұрғыда. Ну, песни Винокурова очень выразительные, мелодичные, и детям нравятся его песни. Они сами выбирали мелодии из прослушанных и предложенных им песен для постановок танца. В постановке приняло участие более 170 учащихся в Намской Тиши и его филиалов. Захар Порфирьевич Винокуров является самобытным народным песенником, мелодистом, истинным патриотом своей родины, вложившим всю свою любовь к ней, к людям, в творчество своей песни. Однако на сегодняшний день исследования его творчества недостаточно развито. Базовые исследования творчества Захара Винокурова касаются только его песенного творчества. Мы же в своем докладе хотели бы остановиться на особенностях хореографических постановок, музыкальным сопровождением которых являются песни Захара Винокурова. К сожалению, исследований на данную тему на сегодняшний день не имеется. В этом заключается актуальность исследований. Спасибо за внимание. Благодарим вас за выступление. В школе спасения Захара Винокурова готовится Тамара Николаевна Семенова.
А я приглашаю на сцену учителя музыки Пекинской школы имени Сливцева, Талану Беруэнамского вуза Надежду Семеновну Макарову. У Надежды Семеновны выступление называется «Роль искусства в воспитании детей на примере творчества» Захара Винокурова. Прошу вас. Добрый день, дорогие участники конференции. Сегодня мы говорим о нашем выдающемся творце. Очень хотелось бы сказать в полном смысле слова этого слова композиторе Захаре Порфирьевиче Винокурове. Сегодня здесь сказано очень много. А у меня тема, я думаю, тоже важная. Это дети искусства, связь поколений и воспитание школьников в патриотическом плане. Захар Порфирьевич Винокуров, как мы все знаем, автор-песенник. А песенное творчество, оно очень ценное, так как песня – это спутник человека в жизни. И пение песен – это потребность человека. Песни, они разные, конечно, но людям нравится петь мелодичные, гармоничные песни, такие, как вот Захара Винокурова. Его песни заряжают человека энергией позитива, пускают в жизнь человека свет и радость, успокаивают душу человека, так как они мелодичны и спокойно поются. Его песни воспевают красоту родной природы. Также в его песнях слышится размеренный ритм жизни сельского человека-труженика. Это очень близкая тема для народа, и народ принял его песни, полюбил и до сих пор поет. Нас поражает то, что он прожил такую короткую жизнь, всего лишь 35 лет. Его жизнь можно образно сравнить с факелом, который вспыхнул и угас, но за такое короткое время он успел создать, можно сказать, свои бессмертные песни. Спустя вот 70-80 лет его песни дошли до сегодняшнего дня. В 2022 году, это был год столетия мелодиста, я работала в Тюбинской средней школе Намского вуза. Там мне в руки попалась вот эта книжка. Было столетие, поэтому я подумала о нем. И это попалась вот эта книжка. Вот эта маленькая вот такая вот книжка, она волшебная книжка. Вот здесь есть сначала рассказ о его жизни и творчестве Захара Порфирьевича. Вроде бы немножко вот здесь маленький рассказ, но очень-очень богатый вот этот рассказ. Я это много. Вот написал его Анатолий Семенов, народа имеет музыкалса Брюсселя. И вот читая вот этот рассказ, я вот поразилась его жизнелюбию, его трудолюбию, его активной жизненной позиции. Что он был полон музыкой, его душа была переполнена музыкой. И где бы он ни учился, ни трудился, его всегда окружала музыка. Вернее, он сам создавал вокруг себя такую атмосферу. Он постоянно учил детей, то есть людей, играть на инструментах, петь, создавал оркестры, хоры, организовывал концерты. Все время. И вот, прочитав вот этот рассказ, я прониклась к этому человеку с таким уважением, и сейчас я очень интересуюсь им, и сегодня я очень рада, что присутствую здесь и слышу о нем все новое и новое и так далее. Его жизнь была наполнена и белой, и черной краской, как вы знаете. Дар от природы — давать людям навыки, радовать их, а также дар создавать мелодии песен, которые шли в народ и пользовались успехом, это было его счастье. А черная полоса, это вы знаете, что это то, что не сумел закончить учебу в консерватории, и в этом ему помешала война и болезнь. Когда мы говорим о наших выдающихся личностях, то мы говорим о незабываемом музыкальном наследии. То, что оставили за собой они, это относится к незабываемому музыкальному наследию, которые мы, это учителя музыки, педагоги, работающие с детьми, должны передавать из поколения в поколение и не дать стереться с памяти. Это наша святая обязанность. И поэтому, знакомя детей о творчестве Винокурова, я переполняюсь чувством исполненного долга от того, что я пока работаю в школе, я передаю эстафетную палочку, которая содержит что-то ценное и значительное дальше по жизни. И как построить работу, чтобы достичь этой цели?
На уроках, конечно, у нас нету программы, то есть в программе нашей нету тем якутских композиторов наших местных. И в школьной программе этого нет, и надо найти выход. Даже путем сжатия программы надо обязательно ознакомить детей с жизнью, творчеством наших якутских композиторов, и в первую очередь нашего намского земляка Захария Порфирьевича Винокурова. И после этого, и после того, как познакомить их, после этого надо проводить игры, викторины и так далее. В той же Тюбинской школе я провела цикл бесед, именно по этому рассказу. Вот этот рассказ, он написан как-то удивительным образом он написан. Почему-то, когда читаешь, все как-то вот ложится в памяти, даже наизусть запоминаешь вот этот рассказ, и все начиная с учебы до конца жизни, все здесь написано. Я детям рассказывала, и дети тоже запоминали. И мы сделали брейн-ринг. И подготовили очень много вопросов, не пустили ни одной мелочи из этого рассказа. И дети, как говорится, как орешки щелкали, отвечали на все вопросы. Где учился, где работал, чем занимался летом, где услышал впервые музыку, какая якутская песня прозвучала впервые за рубежом, его песня, какая его была самая первая песня, и кто исполнил эту песню, и какие песни он написал про профессии и так далее. Между раундами дети исполнили с удовольствием Дыргата, Долканча, Солгыгыт, а вокальный женский ансамбль исполнил песню Махталырыта. Всем очень понравилось мероприятие, и мы были, конечно, довольны тем, что провели такое ценное мероприятие. Оно ценно тем, что мы дали детям тот материал, которым дети должны гордиться. Они должны гордиться своим земляком. Также у меня есть давнее желание сделать музыкальное лото. Так как у меня в детстве была игра «Музыкальное лото», и все названия опер, балета, все фамилии композиторов я знаю из этой игры. Я сейчас хотела бы сделать, не знаю когда, уже поздно, наверное, надо рекомендовать людям, лото по якутской музыке, где обязательно мы включали вопросы по жизни творчества наших якутских композиторов, мелодистов, якутские национальные инструменты, песни и так далее. Вот это очень хорошая была бы игра. Почему-то пока ее нет пока. Еще можно вести такое дело. Я работаю в Витюнской средней школе, она носит имя Ефрема Степановича Сильцева, Таллам-Бюря, нашего витюнского поэта. Ему исполнилось в этом году 115 лет. И библиотекари Улуса, кажется, организовали эстафету «Музей в чемодане». Этот чемодан передается из одной школы в другую. И педагоги библиотеки проводят знакомство с содержимым чемодана. А в чемодане есть воспоминания, фотографии, статьи и так далее. И они рассказывают о жизни этого композитора или поэта. И сейчас в век технологий современной можно вести даже QR-коды. И сегодня кто-то сказал, живая речь Винокурова была где-то, да? Вот найти речь его, например, если рассказывать о нем, его стихи, то есть его песни по QR-коду, дать послушать. Это было бы очень хорошее дело, Вот. Еще очень немножко грустно от того, что книги, сделанные с песнями Винокурова, очень старые. Я не вижу новых песен. Вот одна только книга есть. А вот детские песни, вот говорят, они есть в этой книге. А эта книга была выпущена, я в школе видела эту книгу. А сейчас не могу найти, нигде нету этой книги. Не могу.
вот эти. Это библиотека, может быть, есть. Это очень ценно. Удается. Дайте время у нас. Завершайте, пожалуйста. Ну, я уже заканчиваю. Да, значит, можно сделать вот эти, вот такой, я сама занимаюсь музыкой, пишу песни для детей, и я написала 12 песен вот этой женщине, она это, и она попросила нас сделать песенник. И мы сделали песенник с нотами, по правилам. И вот эти 18 песен можно было бы сделать вот как этот песенник, я думаю. Тоже кто-то сказал, кто-нибудь инициативу возьмет на себя, так говорили. А составление вот этих нот нам бы помогли вот эти учителя. Спасибо, Надежда Семеновна. Мы благодарим вас за выступление. Хотите еще что-то добавить? Еще одно. Незабываемое культурное наследие есть в каждом селе, в каждом республике. И наша цель взрослых людей, особенно тех людей, которые работают с детьми, принести с любовью, с честью их имя из поколения в поколение. Культурное наследие – это достояние всего народа, его должны беречь. Все. Спасибо, Надежда Семеновна. Вот ради этого мы собираемся вместе и целый день проводим научно-практическую конференцию. Приглашается для выступления Тамара Николаевна Семенова, главный библиограф Центра национальной библиографии Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Тема выступления о Захаре Порфирьевиче Винокурове. Добрый день. Так, как сказать, мои дорогие земляки нанские. Почему я так подчеркиваю? Потому что после выпуска этой книги я стала очень близким человеком для нанцев. И когда-то еще один из нанцев при выступлении сказал: вот, познакомьтесь, наша патриотка Тамара Николаевна Семенова, которая это, конечно, очень приятно, да? Ага. Так, теперь я буду говорить на своем государственном якутском языке. Так. Так. Это книга краток, это бин кайдак тасыбды. Антон икки тагынча сеттахллаакка мен убайым фонда тыгар Анатолий Николаевич Семенов фонда тыгар кидини үксе музыкандар бір билендер үрдә бай исқоғына үрре фондатын қалар бұта оны мен жол бар оны кини жолугар мен илибер қалбыттара оны боллағына мен ем болла крыптақ біттен сақар біні күрі пырыларын хатаптан истеретим утамин таптан системді ием хаме таптырырыларды нар оны ланда қанчык олым болол фондан көрім барамынча бұ сақар біні күрап ден бұ мамам таптанылырыларда кейді ден аребаттамдым ите книга киппит материаллар бар болу түспіттері онтан Кирилл Афанасьевич кітті еті бірге алты хаммыт тахар мұппыт онна мен ите, конечно, мен самый аяр үлебереме унулубат түгендеренлер, потому что мен сабба, народный поэт сабба Тарасов күттілелер бит, онна Кирилл Герасимов кітті, до сих пор мен Кирилл Афанасьевич кітті бір аян артығынан иккен сетеген аян кесімчен. Өсі дағаны проектордақпын, анамларға ме бар, кстати. Так, так, етені мен бардын әттім, так. Онна болған еті кінігінің орын бар меха бола Татьяна Захаровна кінігіға әме бәтін семейный архивын ұтары ұмыта. Мен қыратық бұғалар историяларға тоқ-тоқпын бағарабын. Бұғалар бұде келген историяда үдді бай историялар ұллар. Бұлыр қыттан кінілер жонлары үдді культуралар, сақан ұротығар интеллигенция, кирер өректер, сайдылар, Захар әкейді керексі ұлдары болалар. Захар Порфирьевич кергене, кинегі материал бербетім нәжеті кіпсәділер, кергенен туғынан
Анастасия Иннокентьевна Дугунат, сахагеография. Это вообще женщина-легенда, да, Якутии тоже. Востокогеографическая наука кандидат, да, вот чуларга саха паяттарын музалар эте. Дәләгә даганы жон жагын кене, үрүн толлугун курдук кенене атты бинде, да, оны да билинеттилер бутта. Ите ол да боллар, бу ким Анастасия Иннокентьевна, кене ологор бир тапталлаа да. Бу Захар Порфирьевич Винокуров, он на кине кергене дерсагыр өбүтүн кине биддере керген тахсында он ол тапталыгар до конца преданная и верная была. Так, Татьяна Захаровна бәді кандидат экономических наук, ике кыктары икен үтү көректәк науку күләйттері. Татьяна Захаровна кергене Петров Панкратий Дмитриевич. Вы мне бәді историялар кейдар. Вы знаете, да, это родной внук первого национального музыкального деятеля Адама Скрябина. Адам Скрябин Хосеновар. Представляете? Хотя худыгаллары быттади, он боллан мекинерге хастадан чыктым, онна үчөй бага залларга лахан олок стена сага сыны стена булдуп ток картына күйөрүдө картынада турар. Барыты Анастасия Иннокентьевна маттык еді, кинорыдағында болу. Оны болған онына Адам Скрябин, ойон біле Агриппинан күтті, найке крайыбайды, найке қартына енен тұрыр. Оны кейін оны прямо жік киноды, оны қайдары бұл күшілпесі лақ тоққа, атмосфераға бар болан қалан, это жаға кеттіқіне. И там вот это скрипки старинные, onun bulardaki inniket tügeride kiniler bay istoрияларын, bay семейный архивтер öğreten kölük kanada. Панкратий Дмитриевич бәді болады эхтин Адам Скрябин тугунан наха мекурдабида, он же репрессированный был. Он 1994 жыллаққа казлагерга Магадаңы да Канада сүппіде білібәт, олықта ұққа тағыбырақ бұқытуйдан қалбыда. Оны кені арас центральный архивтерынан, Москваннан, Оркын кыбыды архивтерынан кені әхетін туғынан нахал бағы көрдәбіді тұтығыда бұл батаға өлпітін туғынан. Оны бұла меға, оны күрістаны нар ол туғынан наға құмаяқтан кәпсиреті. Так, онтон иккис кыз бәт білән Зоя Захаровна, қайтақта күніға еме бәті музыковед, дәмей музыковед жақтар. Онтон еме бәті легенда кейяға тағыстағы де, Алексеев Эдуард Ефимовичка. Так, олығын болғаны, так, онтон мекенники бітәхегері диям свои предложения, да? Обычно кенгені хобиятчы тахарар кие ол героин бәтін сүрән бұрын иінен ағаттар. Ол олар бұд героин біреме дегер киран тақсар. Мен онлық біреме ол киран тақсырдым. Захарбина құрап біреме дегер аяр үлетін, самай аяр үлетін жала сәри кәннедәғі біреме. 1904 жыллаққа саха музыкальный культурада вообще профессиональный дүнен үттіп чалды тақсар. Бұл барда Марк Николаевич Жуков кәлен үлелер музыкальный культураға улахан реформалары оңырар. Онтон ити біремеға Захарбина құрап консерватория өріне өтер. Биондик сыллаққа Марк Николаевич өлір. Онтон кем ити біремеға Захар Порфирьевич дөндіді ортынлер, кені өсісе қасыллақ дөндіді. 19 жыллағы дөндір. Ол дөнден баран кені Марк Николаевич Жуков бүтін кенне, кенеға боллағына манлық ответственность келер кенеға. Мен бұл соғындық консерваторияттан өренен келпік кеге, мен бұл сақа музыкальный культуратын сайынлары тақпынден. Кені бәтін санаға керер, онына олық күстәқтік кені үлелән керен барар, ұры сұруярға. Олығын көріған дейді, Захар Порфирьевич қайдақта құрдық үчігай, онтан жалқайрылара әдебион сылкәнне соғылалар. Онтан кені болған әдекелен барар,
Хүддә сахаш туритер биллер жоннор хүддәмеләли Гран Григорян Супруненко, Семен Сульскай, отчонорга министр вот этого министр культуры нахачугастулелилер. Аны сахапаяттарын кытта чалган кытта вообще актыгалар күскә бир тоқтар боллады. Онны боллагына сахапаятта орду кимнин кине кайын эллей кытта. Онны күн урастары кытта. Ити паяттар ити кинене олус эме биленлер кайта куттук музыканы урыярын биленлер тоқ бар бәдин бәлерин айымныларын коғанларын кинеха утарын буналар. Так. Ити кәпс әттім бұд, Дамар Николаевич театр студияда сабылылар, ылылар, жетікемна Захар Винокуров айбыт ыралара, сулус күрдік қарама қаллағына бірәмә чағылымны түйәллер. Кені ыраларын вокалисттар, театр ырығыттара, Жирков студиятын кыргыттара, барып утаппыт күрдік, иді ыралары бәлергер жүгадалар, онна ылылар. Онна кені ыралара массовай ыраларға күбілиялар. Конечно, эти время кине олога барында айырылды әрейдәк сүкүрдүк остол нуйгурдук көне болмадага да ол тугунан бийди кинигага кергенан стасина кентөнаха чүйтик сурбудакты да бар. Хорок доктарга кийин ха карастанылар. Бу кайда курдук бу кинене хин метод атакстабыл дем болду. Тура да хичиптар, онна боллагына bu muzikальное общество түттен манды бүрүкү сыганнар кине хабары биттер кайдакта ырахан өттөсбәт балганя кирен жыптын ити каркана чал кайдык прямо ахстык сурьяр ах бүкүт болга Тамара Николаевна, завершайте подытаживайте. Хорошо, я слушаюсь. Так, постыгтынан у меня такие предложения. Фотоальбом тахсыктах, Захар Винокуровка, аналлахы. Того мен итикине бәдін жекіргенен семьядың кіпсәтім дейдіққа. Ити фотоальбомға ити жетін адам скрябин сағаттан ики материалар керектақтыр. Иттігіт бұтты қайдаудан құрдық семьяны. Бұтты. Бартан музыкальный өттігір. Ити жонлар бары керектақтыр. Онны болағына архив күлелер. Мен Марк Николаев Жирков архивын национальный архивка 2 сылға төбебінен дөппі күлелер. Онны ити биремедері кемне Захар Винокуровкан Аллах документтер көстен аспыттары. Особенно ити оны Сюльскай, Семен Сюльскай доктаргар бұл оқытын архивтаргар, Министерство культуры кенегер. Оны болағына Егораттан чугаскы намнар. Мен ити туғынан әппетім ұрадызда. Сүз үмлейге әппетім, ол еңгерді теретім. И архивка кирен үлелән дейбін, намнар. Ити вообще тоқ үлеті, библиотека үлеті. Нам библиотека үлеті. Библиотекалар етіліне оңырықтақты. Архивка құраттан чугаскы де, onlar рақсыттан кіленлер үлелілер де. Төлі архивка. Да, икі hän. Мен көрпүтіп архивка Захар Винокуровкан Аллах материаллары. Уруккуну кетебинде, 10 жыл бол эппитимде. Бұл 3 жылгара мен тақсыбата, біліне мен тақсыбата бұл книга. 3 книга, 3 фотоальбом тақсыбата. Онна үсүге этичи классика образцовай болбут ырылар. Бирері бар, сопровождение фортепиано. Итенна Кирилл Герасимовка бар, онна бұл музыкальный школаларда харбиттара. Но пора уже партитуру делать. Клавиры с пением. Захар Винокуровка. Вот это тоже напишите в будущем. Ага. Партитура ты номер турне. Это же вообще легендарная песня. Так. Дальше еще Якутская Куровка. Владимир Петрович прекрасно знает, что там есть сквер композиторов и мелодистов. Был скамейка Татурон. Захар Винокуровка на Аллах. QR-код, да. Анна Николаевна.
итинне бар дискивер. Вот тади. Он была веретем чома. Тема очень широкая. Захар Винокуровка. Захар Винокуров чалганы кытта олох алтыспытын веретен чинчен сурвяққа надо Дора статьяны. Это же вообще прекрасная, шикарная тема. И кичалхай чоннор. И кен у докторы апаналар, да? Все, дальше все. И последнее про Чалгана. У него тоже же юбилей был. Илья Чалгана юбилей будет, да? Так. Илья Чалган, вклад его в музыкальную якутскую культуру вообще рулыбах. Это вообще неоценимый вклад был Чалган. Поэт-лирик, поэт-песенник, поэт-переводчик. Вы знаете, Илья Чалган, музыкальная Чайковская, Евгений Онегин, Олеко, Улахан Рахманинов, Пушкин, доктор, романстер. Чалган перевел же эти романсы. Он хитинер идти, мен музыку этот Владимир Петрович знает. Там, где в музыкальном фонде есть 50 песен этих романсов на якутском языке, который перевел Чалган. Да, вот так. Который поет... Песня «Катюша», «Расцветали яблони», он перевел. Да, и русские, все русские народные песни 50-х, 60-х годов, которые пели наши вокалисты, все перевел это Чалган. Стихи Пушкина и Лермонтова вообще. А на вот эти его песни, его переводы, кто такие пели? Шепелева, Лыткина, Анна Егорова, вот и постыка вокалиста пела. Хор телевидения, радио, да? Ага. Он был эти Чалган, это на музыкальные, и ты только улхамны кулялять кида. Марш Николаев Жирковтан, что сустертон Тесулаха Москва, улахан туги джаваран, там пари блебите. Когда профессиональная музыка не тарбита. А вы знаете, почему он взял Чалгана там? Туда же поехал Чалган, потому что ему нужен был переводчик, очень культурный, интеллигентный человек, который прекрасно, свободно владел русским языком. Он на баранке не он на кинемету, либретто дисгы крынастыры. Был рынбилюлер нам на головами на репутате того потому что опера «Сгы крынастыр» это либретто Чалгана и Избекова. Он ведь не куляне парадын тахарат. Он мен олог Илья Чалгана ведь бакуляне вообще тишина. Канада статья ок, тох. И тебе парадын куляне Канада. И ты нахать бакуляне.